Рынок труда в Узбекистане на сегодняшний день. Одни не хотят работать, другие не хотят платить. Любому работодателю было достаточно просто иногда руку поднять, выстраивалась очередь. Вы деньги платите, спасибо. Вовремя, да вы вообще супер. Что на сегодняшний день, в 2025 году, хочет кандидат? Я молодой начинающий специалист. В какую сферу вы посоветовали сейчас мне перспективно двинуться, чтобы, грубо говоря, выиграть? Не знаю, что завтра случится, да, с той же сферой IT. В основном все заменит искусственный интеллект. Предвижу, все-таки этот пузырь лопнет очень скоро. Сейчас в Узбекистане какие сферы, получаются, они на подъеме, именно в части заработка? Какие мне нужно, предпринять шаги или действия для того, чтобы все-таки получить шанс и попасть в компанию своей мечты? Нарисовать такой портрет того человека, который бы попал в эту компанию. Я бесплатно работала. Да. Полный рабочий день. Сейчас бесплатно никто не хочет работать. Так а потом выходит. У меня есть образование, я знаю, но я не умею. Да. Ты все знаешь, но извините, у меня нет опыта, ты всегда проиграешь тому, у которого этот опыт есть. Торги по заработной плате. Как правильно торговаться? Часто менять работу. Это нормально вообще? Я на самом деле, когда открываю резюме, вообще не смотрю, сколько лет, где, как. Меня там это не устроило. Да, меня здесь это не устроило, здесь это не устроило. Уже неплохо, ты уже как минимум знаешь 3 фактора, что тебе не подходит. Рекомендации бывших работодателей. Насколько эта система вся работает? Совет, наверное, работодателям не делать поспешных выводов только на основании резюме, пока не будет фактов. Есть такое мнение, среди работодателей, что HeadHunter — это в основном кандидаты низкого качества. Это правда или нет? Как нам подстроиться под поколение Z? Я даже не знаю, что будет, когда им будет 35 5, плюс. да. Как Я тоже не будет знаю. строиться экономика, на чем будет стоять. Вот это, знаете, я сегодня не хочу работать, у меня Да, сегодня я нет выиграл, настроения. все, Да. я поехал, да. Друзья, всем привет! Добро пожаловать на очередной подкаст. Сегодня у меня в гостях эксперт, хотя он не любит это слово, вернее, она, Анна Ким. Анна, спасибо, что согласились сегодня принять участие в нашем подкасте. Анна у нас является рекрутером с очень большим стажем, большим профессионалом. С 2012 года делает карьеру именно в этом узком направлении. Работала, и некоторые компании даже поднимала с нуля в HR, в смысле в HR направлении. Такие компании, как MyTaxi, Express24, Корзинка, RedTag, Ишонч, и многие другие компании. Но также я думаю, что многие из вас, кого заинтересует эта тема, знают Анну по ее обучению, то есть через нее прошло большое количество рекрутеров, которые сейчас успешно трудятся на рынке Узбекистана, зарабатывают хорошие деньги, являются уже, наверное, многие из них какими-то руководителями, может быть, даже топ-уровня. И даже некоторые из них стали дальше обучать и переносить эти знания в рынок. Анна, поэтому еще раз спасибо, что пришли. И, наверное, спасибо от ваших всех учениц и учеников, которые вышли благодаря вам в рынок и сейчас делают хорошие дела. Давайте сразу к делу. Рынок труда в Узбекистане на сегодняшний день. Есть такое шуточное высказывание, что на сегодняшний день в Узбекистане одни не хотят работать, другие не хотят платить. Но это, наверное, все-таки больше шутка. И я бы хотел от общего к частному сначала начать с того, что для начала, наверное, анонс небольшой дам. Мы сегодня поговорим про... У нас есть 2 блока основных. Это для кандидатов, то есть секреты, нюансы, лайфхаки, как правильно искать работу, договариваться. Второй блок — это для работодателей, то есть как правильно выбирать, как правильно нанимать, как правильно искать. Я думаю, что у Анны есть точно много чем поделиться, полезным, информативным. И первый вопрос — это что на сегодняшний день, в 2025 году, хочет кандидат по сравнению с тем, что он хотел 5 лет назад? Что изменилось? Я думаю, много что изменилось. Список, да. Да, список длинный. Список требований изменился. Он стал много содержательнее, длиннее. Наверное, стоит сейчас начать с изменений в экономическом, политическом
плане, уверена, все жители, не только, почувствовали изменения на рынке труда. То есть если раньше ситуация складывалась следующим образом, что примерно спрос и предложение были уравновешены, может быть, даже где-то предложений по работе было где-то, может быть, даже меньше, точнее, Да, больше, да, то сейчас экономическая ситуация меняется, заходит большое количество иностранных предприятий, каждый день открываются. То есть даже по статистике я смотрела, что да, растет количество юридических лиц, и, естественно, это меняет ситуацию на рынке. Демография как росла, так и растет. Да, есть прирост, есть изменения в том числе, но не настолько масштабные, не настолько ускоренные, как сейчас в плане работодателей. Поэтому, да, компании заходят, открываются новые рабочие места, потребность растет, спрос больше, а предложений больше не становится. Да. И ощущается сейчас, да, что если раньше любому работодателю было достаточно просто иногда руку поднять, у меня есть вакансия, выстраивалась очередь. И ситуация, на самом деле, да, складывалась таким образом, что нужно отобрать. Да, позиция работодателя была больше вот такая вот позиция сверху. Да. Мы сейчас будем выбирать из вас. Сейчас уже немножко многие работодатели понимают, слава богу. Не все, конечно, но потихоньку приходят к тому, что так. Нужно, кажется, сейчас менять стратегию, и отношения сверху Нужно не привлекать. работают. Да, нужно в первую очередь вообще быть привлекательным. Да. Привлечь, конечно, хочется лучших, а лучших, как правило, меньше и меньше. Больше не становится, скажем так. Ну или та же самая ситуация в плане лучших квалифицированных кадров. И если раньше позиция, как я прям показывать люблю на руках, позиция была: мы работодатели, мы диктуем правила, и мы сейчас вас выбираем, и специалисты, работники, выбери меня, Да. согласен практически на любые уже условия, ну, лишь бы была работа, я очень утрирую, конечно, но примерно вот такие были взаимоотношения, то сейчас так, уже выбирать особо не из кого, теперь уже кандидатка говорит, бывает, есть такое понятие, как рынок кандидата, Да. немножко к этому или движемся, или кто-то прям почувствовал, что мы уже в этом. Ну, в зависимости от сферы, наверное. В том числе. Да. Сейчас уже немножко ситуация так, мне бы сначала привлечь кого-нибудь, потом уже в идеале быстренько отобрать. Потому что если ты затянешь процесс отбора, начнешь слишком много хотеть за меньшие условия, то, скорее всего, более качественному кандидату, ему, как правило, приходит несколько уже офферов, они быстренько выбирают, что сейчас есть попривлекательнее. То ситуация сейчас или вот выравнивается, или Да. потихонечку идет в то, что так, правила игры меняются. Да. Ну, когда вы говорите, что спрос начинает превышать предложение, то есть Про качественных, это скорее всего, конечно, спрос на говорю. кандидатов начинает превышать предложение. То есть не спрос Работодателей, да, на рабочих работу, да, мест. а спрос именно на Да. кандидатов. Да, И да. работодатели хотят более качественных уже. Очень много компаний, которые начинают работать с нуля, и, соответственно, там нужно уже прийти к качественному человеку, качественному, я имею в виду, квалифицированному, прийти и начать выстраивать какие-то процессы. А для этого, просто зеленого голодного взять можно, конечно, но насколько будет эффективно. Поэтому иностранные компании любят в основном: мы пришли, заплатили много денег, демпинганули, взяли лучших. Да. Да, и за этих лучших, конечно, нужно еще побороться. А этих лучших больше не стало на самом деле. Да. Пока Ну, ситуация это такая. на самом деле я как работодатель тоже очень сильно, конечно, ощущаю эту проблему, что я сам это прочувствовал, что еще даже вот там, 5 лет назад, когда я там нанимал куда-то, Было реально проще, да? была возможность Выбрать. прям не то, что выбирать там, ты уже еще даже не выбрал, ты уже что-то диктуешь. Носом крутить. Да. Хочу, не хочу, Да, да. И на моих условиях. Достаточно было просто даже этот пост где-нибудь там на Фейсбуке написать, что Абсолютно, ищу да, кандидата, да, у тебя да, там да. сразу. Сейчас Да. такого нету, к сожалению. Да. Сейчас нужно побороться за Да. то, чтобы, во-первых, привлечь. И привлечь хочется всегда же качественных, Да. наиболее да, подходящих. да. А наиболее подходящие уже поняли, что они качественные, что у них много предложений других. Мгм. Что не только один работодатель, но и много других интересных, с кем тоже стоит пообщаться. И тут начинается уже вот прям погоня за лучшими. Друзья, по традиции в конце видео вас ждет очень короткая, но емкая выжимка от Моникса Алексеевича, нашего генерального партнера. Поэтому досмотрите это видео, пожалуйста, до конца и обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Всем спасибо. А какие хотелки вот основные, не знаю, там топ-3, допустим?
Да, озвучивают на сегодняшний день? Да, Хороший для кандидат. меня, например, всегда очень важно оценить, срисовать портрет кандидата и понять, насколько компания, да, которую мы сейчас подбираем сотрудника, вот сможет прям покрыть здесь и сейчас хотя бы вот эти топ-3, топ-5 хотелок. Покроет, есть шансы, что будет матч, что будет вин-вин позиция, и дальше работаем. Не покроет, смысла нет. Поэтому я всегда спрашиваю минимум 3 критерия актуальны на сегодняшний день, и все чаще я слышу, помимо, конечно, доходной части, во-первых, люди вообще открыто начинают говорить хотя бы об этом. Некоторые с позиции, ну и зарплата, конечно, тоже немаловажно, но хотя бы говорят, потому что 5 Раньше не лет говорили. назад, да, Раньше просто устроиться на работу. да, лишь Да, бы устроиться, да. была бы работа хоть какая-нибудь, и слава богу, спасибо. Деньги платите, спасибо. Вовремя, да, вы вообще супер. Ну, я опять-таки утрирую. Деньги, и тут очень важный момент, что люди боялись прям говорить даже про деньги. Понятное дело, что я хочу денег, что мне они важны, но они боялись это озвучивать. А сейчас все чаще, больше люди прям открыто: да, мне деньги важны, да, на первом месте, на втором, может быть, не на первом, но на втором точно. Зарплата никуда не делась. Пошли критерии по тому, с кем работать. Категорически важно, какой руководитель. Бренд работодателя и руководителя. Да. Тут даже не сколько... Да, работодатель может быть важным. Многие все еще упоминают стабильность компании, чтобы не такая вот из серии завтра открылись, послезавтра закрылись. Но вот человеческий фактор, он прям очень наблюдается и чувствуется. Если мы говорим это про управленческие позиции, то им важно, какому инвестору они будут подчиняться, владельцу, какое будет взаимодействие, токсичность, нетоксичность. Тренд в целом культура. сейчас, да, абсолютно. Качество менеджмента очень влияет, с кем работать. И тут даже не просто бренд человека, личный бренд. Да, он, безусловно, сейчас тоже имеет значение, но он бывает разный. Там может быть супер прокачанный личный бренд, профессиональный, но в общении человек может выстраивать такие коммуникации, может использовать такие коммуникации, такие техники, которые человеку просто некомфортны. Ну да, и люди уже понимают, что есть такие неприятные для них вещи, они, конечно, не хотели бы с ними сталкиваться в будущей работе. То есть если раньше просто зарплата, спасибо, слава богу, то сейчас так, погодите, помимо зарплаты... А что еще? Еще хорошая зарплата, да. Так я буду выбирать, кто... Помимо хорошей зарплаты, еще так, мне интересно, с кем работать, насколько стрессово или не стрессово, конечно, сейчас хотят не стрессово, будет все это происходить, и над чем работать. Некоторые пока еще не очень на это обращают внимание. Есть работа, работаем, а некоторые прям, да, мне важен какой проект, мне важен какой продукт, принципы, ценности, совпадают ли они. То есть многие прям, я не хочу работать в производстве, вот не буду озвучивать, наверное. Да, это претит моим ценностям. Ну, допустим, что-то не халяльное. Очень часто, да, абсолютно. Понятно. Но вот тоже прокомментирую со своей стороны, опять-таки, как работодатель. Я вот своим сотрудникам, которые занимают руководящие должности, тоже последние, наверное, 3 года очень часто говорю о том, что вы как потенциальный руководитель на собеседовании должны заинтересовать. Абсолютно. Потому что по статистике, ну, я не помню, давно где-то ее вычитал, что в мире, значит, по статистике первая причина прихода, решения кандидата прийти на работу, и первая причина ухода — это хороший или плохой руководитель. Абсолютно. Да. Вот. Ну и плюс ко всему есть там вот то, что сказали в части там требований по какой-то культуре, над чем работать, как работать, с кем работать. Это вот какие-то там факторы вовлеченности тоже. Я как-то очень давно лекцию тоже давал своим сотрудникам. Да. То есть сейчас сотрудникам даже зарплата, она, по-моему, ну не в Узбекистане, наверное, вот в мире она где-то там на 3-е место, что ли, сдвинулась. Первое — это опять-таки с кем работать. Второе — это причастность к какой-то там большой цели, задачи, да, там миссии компании, потом зарплата, и потом там всякие гигиенические факторы, там всякое прочее. Уже по мелочи. Да. Ну, хорошо. Особенно, если мы сейчас говорим про текущий рынок, когда уже зумеры вышли, сколько последние, ну как раз 5 лет. Про зумеров мы еще отдельно поговорим. Это прям причастность, миссия, цели, для них, конечно, это очень важно. Да. Друзья, по статистике очень много людей смотрит наш подкаст без подписки. Если вы один из них, это самое время сейчас нажать на паузу, подписаться, потому что для вас это буквально 1-2 секунды времени, а для нас это огромная поддержка. Также не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, пишите комментарии. Это помогает нашему видео продвигаться, а нас это дополнительно мотивирует создавать еще больше полезного контента для вас.
Всем спасибо. Хорошо, давайте тогда двинемся вот в наши блоки. Ну и вот, получается, тогда начнем с такого вопроса со стороны соискателя. Я молодой начинающий специалист. Вот, передо мной сейчас вот много открытых, ну или полуоткрытых дверей, разные сферы. Вот в какую сферу вы бы посоветовали сейчас мне перспективно двинуться, чтобы, ну, грубо говоря, выиграть и в какой-то долгосрочной перспективе остаться и развиваться, и хорошо зарабатывать в этой сфере? Да, в долгосрочной перспективе это, конечно, очень сложно сейчас, в текущий Да. период времени, потому что не знаешь, что завтра случится, да, с той же сферой IT, учитывая Особенно развитие, с да, искусственным интеллектом, искусственный да. интеллект, я предвижу все-таки этот пузырь лопнет очень скоро. Пока, по крайней мере, в других странах, да, сейчас это и происходит, начинают сокращения в Да, IT-компаниях. У нас пока считается, что в принципе окей, учитывая наш регион и то сейчас, что происходит в финтехе, Мгм. очень, конечно, интересное Да. направление, сфера, но опять, это вопрос долгосрока, 5-10 лет, 2 года, что завтра произойдет, мы не Да. знаем. Это может быть сейчас актуально, но потом уже не Абсолютно. будет, да. Может быть, через 5 лет уже, ну, все Мгм. лопнуло. Да. Да, поэтому если мы говорим про прям долгосрок, это очень сложно, конечно. Мгм. Раньше было проще спрогнозировать. Да. Сейчас это категорически Ну, я думаю, это невозможно. все, наверное, еще упирается все-таки вот именно в искусственный интеллект. Абсолютно. Я вот как-то недавно смотрел тоже один подкаст, и там ученый, который стоял у истоков развития искусственного интеллекта, он говорит, что... Ну, я, в принципе, я вот тоже как профессионал с ним согласен, с его мнением. Он говорит, в ближайшие 5 лет останутся те профессии, которые... Ну, то есть в основном все заменит искусственный интеллект, но останутся те, которые будут принимать решения. Да. То есть decision making, Decision, это, да. да, decision making. это Управление, такое, да, координация. Ну, то есть, как бы отсюда, наверное, можно сделать такой какой-то soft вывод, skill. что людям все-таки желательно можно порекомендовать набирать именно скиллы в области Софтовые, управления, да, абсолютно. софтовые, принятие решения, вот это там, не знаю, лидерские какие-то качества, Абсолютно. да, чтобы потом дальше Да. как-то Да. более устойчиво чувствовать себя в будущем. Менее, да, более безопасно, Да-да-да. скажем так. Да, и если можно даже перефразировать, если мы говорим сейчас про молодое поколение, которое сейчас да, вот прям на распутье, да, все-таки куда и что мне делать, в какую сферу, я всегда буду выступать за управленческие скиллы, за менеджмент, потому что нефтегаз, окей, освоить сферу харды, нарастить это не Да. так сложно, как софты. У тебя уже готовые нарощенные лидерские компетенции, навыки в этом направлении. Иди освой эту сферу и управляй там. Выстрелит другая сфера, там, не знаю, давайте там туризм. Да. Там пойдешь, освоишь сферу, будешь управлять там. То есть это такая относительно универсальная компетенция, назовем ее так, которая плюс-минус даст Да, какую-то да. устойчивость в жизни. Не сферу, я бы не на сферу ориентировалась, а именно на Набор софтов. навыков. Да, навыков. Но вот тоже часто своим сотрудникам говорю, что самая высокооплачиваемая работа в мире — это все-таки работа руководителя. Абсолютно. Любой бизнес-журнал открываешь, там этот SEO, тот SEO, там сотни миллионов, там десятки миллионов Абсолютно. долларов заработал за прошлый год только потому, что он прекрасный руководитель, он тащит компанию. Да. Да, да. И от него зависит Есть толк. бизнес-цена. Да, 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 абсолютно. да, Чем да. выше позиция, тем выше зона ответственности и платят в первую очередь за ответственность, которую ты несешь. Да. Но хорошо, а вот сейчас в Узбекистане в каких, ладно, без каких-то прогнозов, вот прямо на текущий момент, какие сферы, получаются, они на подъеме именно в части заработка и, ну, то есть размера заработных плат, и какие сферы, они сейчас в упадке? Так, про наш регион, учитывая в том числе госпрограммы, это, конечно, IT, Ага. финтех, безусловно, на подъем идут или уже на пике на своем. Туризм вроде как государственная поддержка, Да. да, есть, но лично я, как рекрутер, Не не чувствуете? ощущаю этого, не чувствую. Розница, не скажем, что она всегда качала. Да. Да, может быть, был период развития в Ну, такой экономике. более-менее да. стабильный, Да, да, у да, них? да. Но не сказать, что они прямо сейчас очень интересные и хочется прям туда. Мгм. IT, финтех, банки, Мгм. деньги. Да, сейчас у нас это на подъеме. Ну, то, ну, как мы с вами вот до этого обсудили, IT, финтех — это Строительство, временная история, по-моему. недвижимость. Да, да. То же самое, да, строительство, недвижимость, застрой, ну, мы говорим про Ташкент. Да. Да, сейчас как минимум ваша же тема. Да, сейчас одни условия здорово, завтра
Что там приняли сейчас Да. по новостройкам, да, завтра, может быть, это уже не актуально. Ну да, Пока, да, да. такая ситуация. Согласен. Ну окей, вот тогда такой тоже вопрос в части лайфхаков, наверное, Мгм. для соискателей. Вот, окей, я уже не молодой специалист, который думает так, какую мне сферу. Мгм. Я вот уже какой-то там среднего уровня специалист. И на самом Мгм. деле это очень наболевший вопрос, вот, потому что у меня есть несколько друзей, которые застряли в каких-то своих Мгм. сферах, Мгм. Мгм. то есть они вовремя оттуда не ушли, и сейчас они уже в таком достаточно зрелом возрасте. И как вот, как Менять. сказать, не то что легко, ну, наверное, достаточно мягко сменить сферу без потери дохода. Потому что то, что я вижу, для них реально сейчас это проблема. То есть они в своей сфере, в которой они уже не хотят работать, Мгм. они зарабатывают неплохие, достаточно хорошие деньги, но они не хотят там работать, они хотят поменять сферу, но там из-за того, что придется начинать с нуля, им не платят А возраст такой, далеко. что денег, оказывается, надо. А возраст такой, Да, да, что такой, уже что там уже не 30 только плюс себя уже, кормить, да, уже да, семья есть, но да. и семью. Да, очень часто обращаются с подобными вопросами. Это больше, конечно, к карьерному консультанту, Да. но я всегда в таких ситуациях рекомендую обучаться, как минимум. Мгм. Да, пусть ты с теорией, но это намного лучше, чем ты даже без понимания сферы, без теоретических знаний вдруг куда-то подавался. Брать на текущем месте работы тот функционал, который тебе интересен в будущем. Универсально там может пригодиться, да? Вполне, да. Да. Пример приведу. Моя подруга знакомая обратилась, она переводчик, руководитель в крупной компании, руководитель группы переводчиков хочет в HR. Ну, к кому обращаться? Ладно, чего там? Ага. Давай, да. Что хорошо, она уже руководитель. Уже компетенции, уже опыт, уже есть. Да. Здорово. Почему в HR? Мне там интересно, уже неплохо, молодец. То есть Мгм. человек понял, куда она хочет. Дальше просто изучать по максимуму в открытом доступе, в платном доступе, нарабатывать нетворк очень важно. Мгм. То есть я еще и рекомендую помимо онлайн-образования получать офлайн, где есть возможность с местными. Вот если на рынке Узбекистана, на рынке Ташкента, прям в Ташкент офлайн с HR-ами. Ходить общаться. Абсолютно. Нетворк настраивать, выстраивать вот это вот вокруг себя Да. социальный капитал наращивать, потому что завтра тебя вспомнят. Да. На самом деле я и так получала свои офферы все Мгм. благодаря именно нетворку. Да, лучше развиваться, чем не развиваться. Будет больно, будет все-таки, да, на понижение по зарплате, подумать о том, что, может быть, подстраховаться где-то, Да. поднакопить на первое Подушку. время, абсолютно. Да. И по возможности практики, помимо нетворка, помимо обучения, безусловно, теоретического, по возможности взять тот функционал. Мы с ней Мгм. общались, и мы выяснили, что, будучи руководителем, она по факту выполняла функционал, который во многих компаниях выполняет HR Мгм. в рамках своего отдела. Пропиши это в резюме. Да. Приди за спич, что я, оказывается, я не знала, что это делают HR, но я это делала. Я знаю это. Вот. То есть я уже Я не называлась HR. полуготовый, Да, практикующий я не даже HR, называлась, да. но по факту я делала то, что делать должен будет ваш HR. Я умею. Мгм. Да, и то же самое можно в других профессиях, в других сферах также организовать. Потихоньку в процессе своей выполнения работы, а дайте возьму проект, а дайте возьму там задачку какую-то, которая мне сейчас, может быть, напрямую на мою профессию никак не связана с моей И профессией. дополнительных денег мне не Да, принесет, и не самое принесет, главное, но самое главное опыт. Да. Да, и завтра я это пропишу, завтра я это презентую, завтра я это приду и сделаю. Да. Но на самом деле я 100% согласен, очень хорошие советы. То есть, ну, как бы, если прям подытожить эту часть, это брать на себя больше каких-то интересных проектов, Да. ответственности, соответственно, тратить больше времени, но при этом Пусть больше. это работа чисто для себя на перспективу, не ради каких-то там Абсолютно, дополнительных абсолютно. финансовых вознаграждений. Вот. И нетворк, стараться себя окружать какими-то людьми, то есть ходить, наращивать свой нетворк именно в той сфере, в которую ты планируешь Абсолютно. пойти Куда, работать. Куда планируешь переход? Я считаю, отличные советы. Пусть. Это, кстати, не только для тех, кто меняет, это и для тех, кто сейчас в начале своего карьерного пути. Аналогичная история. Да, согласен. Хорошо. Ну и вот, окей, вот неважно, на какой стадии я сейчас нахожусь, я там начинающий или я там где-то посередине, вот у меня наступает этап выбора каких-то компаний потенциально, да, своего будущего работодателя.
Какие на сегодняшний день, по вашему мнению, есть red и green флаги, как это сейчас модно говорить в поколении Z. Вот какие давайте с red флагов начнем. Какие вот red флаги, на которые нужно обратить внимание? И я такой сразу, ну все, я, наверное, не пойду Спасибо, туда. ребята, до свидания. Да, это не для меня. Мне не с вами по пути. Да. Да, тут очень важно, вы в процессе вопроса формулировку озвучили по вашему мнению. Я проговорю, у меня есть, конечно, свое мнение всегда. Да. Возможно, оно с кем-то и совпадает, но тут может быть такое, что для меня это red flag, а для кого-то это вообще, It's okay, да. вообще норм. Да, Даже, да. ну, окей, не зеленый, не красный, но норм. Да. Да, поэтому в первую очередь, конечно, если мы говорим про практичность, да, такого вопроса, то лучше сначала каждому сесть и определить, что для меня ок, допустимо, а что недопустимо. Да. С вопроса, что я хочу, чтобы было на работе, и что для меня прям табу на работе, недопустимо, чего я не хочу. Мгм. Из опыта своего личного, из опыта окружающих, послушал, господи, волосы зашевелились, так это точно red флаг, записали. Мгм. Потом уже есть список red флагов, есть список green флагов. Окей, по red самый распространенный для меня, по моим ценностям, это качество коммуникации, взаимодействия с людьми. Если рекрутер. Мгм. Встретил вот так, да, и такой. Рассказывайте. Ага. Для меня это все. Для меня это как для специалистов все. Да. Да, и для меня это как для владельца агентства это все. Я не работаю с такими заказчиками, с кандидатами. Это все. Это вот позиция сверху или позиция партнерства, сотрудничества. Сейчас, опять-таки, учитывая, что миллениалы, зеты на рынке, для этого поколения это очень важно. Да. Для иксов, может быть, это it's okay. Мгм. Да, плюс еще, конечно, есть история про менталитет, про нормы поведения. Да. Есть очень много, на самом деле, людей, для кого это по-другому я и не знаю, что, оказывается, Да, да, бывает да. на самом деле. Ну, зависит, кто с каких, Да, да. не знаю, там, ценностей Да, вырос, да, да. традиций. Семья, всяких, да, в семье, воспитание, там, нормы поведения в семье. да. Мгм. Для меня это, конечно, номер один. Второй момент, на что бы я обратила внимание, это открытость и искренность. То есть если на этапе там job description почитал одно, по факту выясняется вообще другая история, или ну не совсем так, а по-другому, ну, было одно, стало другое, рассказывают, то это что-то не очень такая приличная Мгм. история. Скорее всего, такая стратегия выстраивания отношений с сотрудниками, она будет и в последующем тоже. Да. Да, договорились об одном. Неискренне. Да. Я про искренность, я про открытость, все как есть. Даже про минусы вакансий я, например, очень люблю и общаться с заказчиками про минусы. Я это называю нюансы, потому что для кого-то это минусы, а для кого-то это окей, а для Мгм. кого-то, господи, слава богу. Мгм. Наконец-то я так этого искал. Да, это искренность, открытость на всех этапах. Если, например, работодатель, неважно, рекрутер, HR это или будущий руководитель линейный, неважно, кто представляет компанию, не то, что старается, а не спешит отвечать на вопросы кандидатов. Мне очень нравится культура, что кандидатам дают возможность уже задавать вопросы. Мгм. Более того, я кандидатов некоторых учу задавать вопросы. Мгм. Вот вам список вопросов, там 150 плюс вопросов. Выпишите для себя то, что для вас важно, озвучите потом мне, озвучите будущему руководителю, пообщаемся. Если не важно, it's okay. Мгм. Какая разница? И некоторые, да, прям зажимают информацию, не раскрывают. Во-первых, это, конечно, тоже не про искренность, во-вторых, это про позицию Да, сверху. Да, поэтому я бы, конечно, напряглась, если бы ко мне вышел работодатель, который не совсем охотно отвечает на мои вопросы. Мгм. Ну да, я согласен. Я вот на самом деле я как тоже руководитель одно время совершал ошибки, когда пытался все идеализировать Мгм. там либо в своей компании, либо там, где я работал в найме, там чуть помоложе. Но потом со временем я понял, что это неправильно, потому что идеальных компаний не существует вообще, в принципе, в мире. Да, Вот, есть подходящие. Да, да, да. И я очень теперь, не то что очень часто, я всегда использую формулировку и как работодатель, и Мгм. как компания, которая оказывает какие-то услуги кому-то. Мгм. Мы не идеальная компания. Вот идеальной компании не существует, вот, но мы та компания, которая старается постоянно там делать что лучше. Поэтому, да, это, Абсолютно. наверное, про какую-то там искренность. Хорошо, спасибо. Так, теперь вот такой тоже вопрос, я думаю, на сегодняшний день он достаточно актуальный. Почему? Потому что бытует, ну, достаточно уже давно бытует мнение, что высшее образование, оно не является каким-то фактором там успешной карьеры или еще чего-то. Вот. Отчасти я
как и человек, который когда-то делал карьеру, и как работодатель, согласен. Вот. Но все равно, допустим, лично для меня на сегодняшний день играет роль, есть ли у человека высшее образование или нет. И вот как вы считаете, как человек, который все-таки вот именно в этом процессе как бы оценки кандидата, там, в том числе по образованию, да, участвует, насколько высшее образование сегодня день влияет на успех при устройстве на хорошую работу? Смотря что имеется в виду под успехом, про хорошую работу, окей. Но в целом вопрос, да, Да. понятен. И да, и нет, и влияет, и не влияет. Зависит от того, какая позиция, на какую должность ты сейчас претендуешь, подаешься. Конечно, есть функционал, который без образования, ну, никуда. Да. Юристы, финансисты, бухгалтерия, медицина. Да, Да, и 100%. я думаю, все поняли, о чем я. Да. Это то, где без высшего образования, ну, никуда и никак. Мгм, мгм. Не добиться финансового успеха, там, управленческого успеха и так далее. Помимо, конечно, образования, еще и плюс нужны дополнительные другие скиллы. Для других позиций не особо и влияет. Мгм. Да, если при прочих равных два кандидата на единые условия, и у одного, ну, смотря еще, конечно, какое, если они прям идентичные по софтам, по хардам, по условиям все идеально для обоих, по мотивационному портрету с компанией все идеально, тогда, возможно, Чуть-чуть повлияет. да, это как-то сказать. Ну, честно сказать, это мы сейчас столько факторов я перечислила. Да, Если да. они во всем идентичны, по хардам, по софтам, ну, я про софты имею в виду, в том числе манера Да. общения, коммуникации, взаимодействия, лидерские и так далее, ментальные в том числе, да, майнд тоже очень влияет, учитывая нашу многокультурную страну. В какой-то компании, например, я по майнду схожусь, в другой компании, вот мы сейчас вчера с заказчиком разговаривали, говорю, я такого, как я, бы вам никогда бы в жизни не посоветовала, Мгм. потому что я не вписываюсь в вашу культуру, ваши Да. ценности, это нормально. Это не значит, что вы плохие, я плохая. Мы окей, просто друг другу не подходим. Да. Очень много факторов, если они идентичны, возможно, тогда высшее образование, конечно, будет влиять, Мгм. смотря еще, конечно, какое. Но до этого очень редко доходит. А вот вы, давайте по-другому вопрос Мгм. поставлю. Вот через вас проходит каждый день большое количество кандидатов, да? Вот вы сами как оцениваете на сегодняшний день именно... Давайте не будем брать, наверное, поколение постарше, возьмем вот Мгм. помоложе. На сегодняшний день из молодого поколения люди с образованием и люди без образования. Чувствуется ли разница? Смотря какое. Смотря какое образование, Да, правильно? да, потому Мгм. что есть прям чувствуется разница, образование международное или, как бы его назвать, не международное. Ну, такое То самое простой, обычный, ГОСовское, да, да, пока да, вот да, государственный в ВУЗе, университет. который не развивается там Мы с вами с учились 90-х. как раз в те самые, Да. в тех самых Да. вузах. А Да. потом уже открылся ВЭСТ, потихоньку Да, сингапурский, и большое количество сейчас, что очень, безусловно, радует. Лишь бы не на количество, на качество уже пошла работа. да. Но в целом, если мы говорим про ребят, которые не за рубежом заканчивали университеты, вузы, а здесь, то какой вуз, да, влияет. Зависит. Прям чувствуется разница. Ребята из ВЭСТа, ребята там, без образования или ребята с вузом государственного формата, чувствуется майнд. Да. Может быть, они не побывали за рубежом, может быть, они не насмотрелись мир, но тот факт, что образование они получали у зарубежных экспертов, у профессоров, оно чувствуется. И все-таки подход в международных вузах он несколько другой. Да. И по качеству, и по софтовым вещам и ребята выходят с другим совершенно мировоззрением. Это чувствуется. И в зависимости, конечно, от вакансии, ты уже дальше принимаешь решение. Иногда вакансия такая, что ребята с Не нужен международным такой. не надо. Да. Тебе будет тесно, тебе будет неинтересно, скучно, вы друг другу не подходите. Мгм. Поэтому не скажу, что хорошие, плохие. Тут нужно смотреть под вакансию, подходят или не подходят. Мгм. Понял, хорошо. Вот работодатели как учитывают наличие высшего образования на сегодняшний день при формировании предложения по заработной плате? Является ли фактор наличия высшего образования то, что Да. тебе чуть больше могут Чуть заплатить? больше. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Я Из потом расскажу моей- свой кейс, просто там, смешной достаточно. Из моей практики я пока не могу вспомнить. Может быть, он был такой кейс, но Мгм. пока я не вспомнила даже. Значит, если я не вспомнила, значит, он очень исключение. Мгм.
У меня даже ни один заказчик не спрашивал, где какое образование, и даже не требовал. Сори, сейчас вот вчера оффер получил кандидат, заказчик изначально. В идеале, конечно, чтобы было экономическое образование, потому что там продукт очень Ну, если нет, похож. то окей. Он даже не Ага. смотрел на это образование. Я не смотрю, потому что я знаю, что если у него, да, нет экономического образования, но есть опыт в аналогичной сфере, то why not? Мгм. Да, если даже у человека нет аналогичного опыта и нет образования экономического, то освоить этот продукт, мы сейчас на конкретном примере говорим, Мгм. продукт, услуги довольно специфичные, я бы, как гуманитарий, не освоила. Но финансист, экономист, плюс-минус, да, ему было бы легче. Мгм. И тут зависит уже от склада, наверное, ума, от структуры, от мотивации человека освоить этот продукт или нет. Это харды, в конце концов. Мгм. Даже я, если сильно сейчас напрягу свои извилины, гуманитарий, при большом желании смогу освоить. Тут вопрос вторичен. Может быть, мы лучше будем обращать внимание не на образование, а на таланты, способности, Да. на Это все-таки софты. больше софтовая история. Да, абсолютно. И То сейчас есть, работодатели чаще начинают уже больше по софтам. Мгм. А остальное харды нарастим. Были бы мозги, Да. как говорится. Ну да, я думаю, что здесь все-таки влияет вот эта вот ситуация, что спрос на кандидатов, он сильно начинает превышать, особенно на качественных кандидатов, Да. сильно начинает превышать предложение на рынке. Вот поэтому работодатели уже готовы брать, ну, грубо говоря, плюс-минус человек нормальный, как бы... Адекватный. Да, то есть там способности какие-то изначально есть, типа попробуем дальше там из него Нарастим. что-то слепить, да. Да. Вот, то есть, если как бы вот этот момент тоже подытожить, на сегодняшний день больше играет роль опыт, и вот эта софтовая история, умение учиться, умение там быстро адаптироваться, Да. да, потому что если работодатель это видит в кандидате, то, скорее всего, он его возьмет на работу Скорее там, и всего. будет готов в него вложиться. А если нет, то нет. Значит, нам не по пути, вот так вот Да. скажем. Ну вот, Тут, да. Тут, ага. да, еще очень важный момент. И вот вы пока сейчас рассказывали, я вспомнила, есть ведь еще, ну окей, это не, да, распространенная история, но не 100%. Да, Потому что очень много еще зависит и от того, кто нанимает. да, Есть согласен. поколение все-таки иксов сейчас на рынке, и я прям чувствую, сейчас тоже с иксами работаю, я чувствую, что нет, мне нужен опыт вот именно в этой вот сфере. Я говорю, он производственник. Классный, очень классный производственник. Освоил уже 3 сферы производства за 2 месяца каждую. Вашу освоить вот Мгм. одним кликом. Нет. Да, Нет, вот, мне вот нужно, чтобы надо, образование было там. надо. тоже, да. Ага. Тут, и если общаться с заказчиком миллениалом, Да. то вот тут уже больше про вот гибкость, про софтовость. Поэтому, наверное, нам с вами сейчас легче. Мы такие миллениалы здесь сели, собрались. Не, на самом деле, вот миллениалы, они с какого? С 83-го, по-моему, начинаются? Где-то с 80... С конца 80-х, да, Да, 86-й. вот. Ну, соответственно, Мгм. самый взрослый миллениал на сегодняшний день, ему сколько лет? 42-43? Ну, это Это уже немножко туда, да, Да. примерно около Ну, то есть 40. это где-то основная часть работодателей, наверное, на сегодняшний день. Ну, decision-мейкеров. Потому что иксы — это уже 70 Да. начало 80-х. Это, ну, очень 50 взрослые плюс люди, точно, да, иксы. очень взрослые люди. Понятно. Ну вот свой кейс тоже расскажу. Мгм. Я, ну, честно говоря, такой дискриминационный немножко, потому что я когда университет заканчивал, вот меня пригласили тоже работать в одну компанию, и я когда туда устроился, был интересный случай, который я наблюдал. То есть я такой с высшим образованием устраиваюсь на работу, все там какие-то обучения, первоначально там, период адаптации, все прохожу, и меня отправляют на проект. Я приезжаю туда, и, значит, рядом со мной отправляют такого же молодого специалиста, вот, но я понимаю, что мы с ним начинаем с одного уровня работу в компании, ну, то есть с нуля. Вот мы оба стажеры пришли, начинаем работать. Значит, пул обязанностей у нас одинаковый, вот, но у нас должности почему-то разные. То есть у меня инженер, а у него специалист. И я такой, а какая разница? Диплом. Да, я иду, спрашиваю, а какая разница? Они говорят, ну так базово, там, кто повзрослее там работает, они говорят, ну, типа, у нас инженера, это в основном люди такие, которые, типа, там, компания на них делает ставку, они из инженеров в основном вырастает какой-то там руководящий состав, в том числе это там до топ-менеджмента, а специалисты у них, типа, максимальный уровень, это там, ну, менеджер проекта, грубо говоря, и то нужно очень сильно постараться. Окей, вот первую информацию я узнаю, потом начинаем работать. Я понимаю, что парень
ну, он ничем мне не уступает. Ну, то есть он даже местами где-то там, ну, сильнее меня. Сильнее. И потом я опять начинаю этот вопрос поднимать. А что за вот такая история, такая Дискриминация такая. дискриминационная? Да. И в конце я выясняю, что, оказывается, компания, ну, то есть это очень крупная компания мировая, она вот это решение принимает, исходя из наличия высшего образования. То есть у него знания, навыки все есть, но нет высшего образования, они ему автоматом дают должность специалиста. Соответственно, грубо говоря, судьба этого человека уже предрешена. Да. Вот. А у меня из-за того, что есть высшее образование, они мне дают другую позицию и такой, типа, давай, расти, там, мы готовы в тебя вкладываться. Ну, и разница в зарплате тоже была, на самом деле, существенная. Вот. Поэтому, не знаю, вот в Узбекистане таких историй, наверное, уже нету, да? Они точно есть в госструктуре. В госструктуре да, есть, да? И, возможно, в тех сферах, о которых вы сейчас как раз рассказывали. Да, такие более консервативные. Да. Более технических, где действительно без образования высшего, даже по классификатору должностей ты не можешь назначить на управленческую определенную позицию, да, есть определенные позиции без высшего образования. Но что хочу заметить, это всегда есть выход на такие ситуации, то есть компании прям, да, человек действительно без высшего, среднее, качественный управленец. Мы оценили, полгода работать на этой позиции, справляется идеально, здорово, хотим назначить, ну, чтобы уже и статус был, и позиция, и зарплата. Не притягивается, все нормально. Окей, соответствует, должность требует высшего образования, нет у человека диплома. Временно исполняющий обязанности. Придумали. Да, нормальная история. То есть, да, есть, безусловно, такая история, она в очень узких каких-то сферах, направлениях, где требуется действительно. Но есть тенденция, что компании прямо иногда придумывают, как мотивировать человека, пусть и без высшего образования, но мы тебя, если действительно, как вы сказали сейчас, товарищ, у вас где-то даже лучше, больше, да, why not? То есть уже смотрят на результаты в том числе, по крайней мере, в том числе. Все, как ты хочешь. И карта тоже. Получи первым. Моникс. Живи в удовольствии. Вот теперь опять вернемся в шкуру молодого специалиста. Да, такого вот я там амбициозный. Ну, как я себя тоже помню. И институт заканчиваешь, ты думаешь, что ты король этого мира. Да, все я там самый умный, сейчас пойду, давайте работодатель там. Ой, особенно сейчас такая история. Вот, компания, вот, ну, у меня, допустим, я думаю, у многих, да, есть людей, которые учатся, что у них есть какая-то вот в голове компания мечты. Вот я хочу работать, пойти туда, да, я не знаю, там условно, не знаю, какие у нас сейчас там есть. Я, честно говоря, давайте не могу назвать, но давайте кому-то. Там, Google, да, я хочу пойти в Google работать, да. Что, ну, какие вот мне нужно, значит, предпринять шаги или действия для того, чтобы все-таки получить шанс и попасть в компанию своей мечты? Здорово, если есть уже видение, что за компания. Окей, не вдаваясь в то, почему это компания мечты, если уже у человека есть, вот я хочу, вот компания 1, 2, 3, есть список, что бы я посоветовала изучить, кто нужен этим компаниям, этой компании, пообщаться с людьми, которые были сотрудниками, которые есть сотрудники сейчас в условиях LinkedIn, Instagram спокойно, да, подписался, посмотрел примерно, какие люди. Некоторые прям, давайте про McKinsey. Да, кстати. Да, некоторые... Я в свое время хотел, кстати, там учиться. Прям... Хорошая компания. Ну, одна из. Да. Я не знаю, для кого она не мечта, но это я. Очень много людей прям ведут блоги о том, как они работают или работали, изучить как минимум, что за люди, чем они отличаются от всех других, и примерно нарисовать такой портрет того человека, который бы попал в эту компанию. То есть понять, что нужно. Дальше разработать план по тому, как мне это дело наращивать. Не хватает там знаний, скиллов, пошли, обучились, если это харды. Не хватает каких-либо софтовых историй, пошли развиваться. Не хватает что-то с интеллектуальным, с EQ, например, недостаточно. Сейчас очень много крупных компаний, действительно топовых, на это, правда, обращают внимание. Интеллект эмоциональный. Не хватает здесь прокачки, идем, работаем со своей головой.
Наработали, посмотрели еще плюс вакансии, оттуда тоже очень много информации можно собрать, кого хотят, какие требования. Окей, если по условиям все сходится, это точно ваша компания, Мгм. ваша мечта. Туда стоит дальше рваться, да, и нарабатывать не только знания, но и практику, как мы ранее тоже говорили, будучи в какой-то другой профессии, или если ты сейчас даже студент, очень много вариантов. Окей, ладно, не очень много, но есть варианты. Их не очень, но много. Мгм. Бесплатно. Я прям помню, я бесплатно работала. Да. Полный рабочий день. Сейчас бесплатно никто не хочет работать. Ну, так а потом выходит. У меня есть образование, я знаю, но я не умею. Да. Да, и ты всегда будешь проигрывать. А если мы говорим про компанию мечты, то, скорее всего, это не мелочь какая-то пузатая, то, скорее всего, конкурс довольно высокий. И хотелось бы, чтобы ты этот конкурс прошел, чтобы ты был Да. конкурентным кандидатом в эту компанию. Поэтому конкурентный ты только в том случае, если у тебя уже помимо софтов есть еще и харды, и опыт нужный, и ты по всем параметрам подходишь. А если ты все знаешь, ну, извините, у меня нет опыта, ты всегда проиграешь тому, у которого этот опыт есть. Да. Поэтому работать за бесплатно, ну, за бесплатно я называю это не за деньги, но я точно опыт. знала, что я работаю за опыт. Да. Я сейчас набью шишек здесь. Спасибо компаниям, которые мне эти шишки давали набивать. Я исправляла их честно. И завтра приду и скажу, я не только знаю, я еще умею. Да. И Ну вот, кстати, ну вот нас же как люди любят копировать в основном только самое хорошее, вот, самое такое легкое. Вот в западных странах у них же есть такая практика даже, пока ты учишься в университете и даже в школе. И когда ты заканчиваешь это все, у тебя в резюме, когда ты идешь первый раз устраиваться на работу, есть такая колонка, называется Extracurricular Activities. То есть вся твоя внеучебная активность, какая-то да. активность, да, где ты экстра что-то сделал, какие-то навыки за счет этого приобрел, и что-то хорошее там, не знаю, сделал, которые тебе помогут, ну, не знаю, лучше тебя характеризуют Конечно. как человека, да, там какие-то покажут, что у тебя есть какие-то дополнительные навыки, помимо тех теоретических знаний, которые ты приобрел, да, и вот работодатели очень сильно на это обращают внимание на Абсолютно. Западе, да. Ладно, не я, мне кажется, любой работодатель всегда при прочих равных предпочтет того, который во время студенческого Где-то да, в работал, студенческие где-то годы увлекался. как-то что-то где-то работал, волонтером, там, Да, любая да. активность, любая деятельность, помимо обучения. Мне кажется, это всегда будет преимущество. Да, Согласна да. абсолютно. Ну и опять-таки, как работодатель могу сказать, что я всегда даю больше возможностей, повышаю и там всякое прочее только тех людей, которые вот сами проявляют инициативу, всегда делать больше, чем от них требуется. Я думаю, это как бы, наверное, все работодатели делают то же самое. Да, это всегда обращают на таких людей. Хорошо. А вот еще вот сейчас в современной экономике появился такой термин, как стартап. То есть это очень много молодых компаний, которые очень амбициозные, которые ставят перед собой там какие-то великие цели, заработать там миллионы, может быть, миллиарды долларов. И вот есть, получается, на рынке труда стартапы и есть какие-то стабильные компании. Вот что бы вы отметили, какие нюансы или как правильно выбирать, куда лучше пойти, где есть какие плюсы, где есть какие минусы между стартапами и стабильными компаниями? Так, мы говорим для ребят, которые сейчас в начале своего карьерного пути, Я или думаю, уже скилловые, уже с опытом? Я думаю, что... Ну, давайте коротко и для тех, потому что Согласна. разница на самом деле Да, есть, да, есть, разница абсолютно, большая есть, да. да. Ребятам, которые только начинают, я всегда советую, куда возьмут, какие офферы дадут. Среди вот всех офферов сидишь и выбираешь по своим критериям. Для тебя что сейчас важно? Бывает такая ситуация, бывают ребята молодые, но они ориентированы на деньги. Такая Да. ситуация жизненная, мне категорически нужны деньги. И Да. я выберу в первую очередь тот оффер, где у меня будет больше зарплата. Да. Есть ребята, которые могут себе позволить пока не ориентироваться на доходную часть, а нарабатывать скиллы, посмотреть, какие там возможности, в какой компании. И тут дело даже не в том, стартап это или уже Стабильная большая стабильная компания. Главное, ты там получишь это или нет. Мгм. Поэтому я бы обращала скорее... Я всегда рекомендую, сама бы обращала внимание, сформулировать сначала свой список актуальных критериев на сегодняшний день, что для меня важно, что нужно получить на работе, и по этим критериям уже оценивать. Если там стабильность, то, конечно, это не стартап, скорее всего уже стабильная компания. Если это возможности
получать больший опыт, более разнообразный, вертикально-горизонтально, то, конечно, в компаниях, которые только сейчас на стадии развития, таких возможностей больше. Да, Да, да. логически чисто, да, потому что сегодня вас двое, и вы все вместе делаете. И у тебя есть возможность не только в финансах, но и в маркетинге, в HR и много другого функционала Да. понабраться, понаделать задач, понабраться опыта. В отличие от стабильной компании, где все уже, как правило, расписано, ты пришел, вот Ты будешь 10 делаешь, лет по карьере идти. да, делаешь Да. вот эту вот работу, хорошо делаешь, молодец, делай 10 лет. Да. Ну, в худшем случае, конечно, все зависит от компании. Да. Поэтому у меня нет однозначного ответа, что это для ребят, наверное, и как молодых, и актуально в том числе для ребят уже скилловых. Да. Ориентироваться не на то, стартап это или компания растущая, а на то, что тебе важно, и можешь ли ты там получить это. Ну, с точки зрения, как бы, наверное, еще ритма работы, в стартапах это же всегда 24/7. Динамичнее. Да, Конечно. то есть если ты, грубо говоря, не готов 24/7 впахивать, то это точно Нужно 100 раз не подумать. стартап, да. Точно нужно идти в какую-то стабильную компанию. Да. Вот. Ну и вот мы часто тоже с друзьями обсуждаем, что стартап на самом деле для начинающих специалистов, таких амбициозных, не таких, которые вот... Ну, это нормально, что есть разные люди, у всех разные предпочтения. Такие сытые коты. Да. А вот именно для таких амбициозных, которые куда-то там стремятся, чего-то хотят, этот стартап на самом деле это идеальное место для начала, потому что ты там можешь, помимо, как вы сказали, приобрести кучу навыков сразу и за бесплатно, грубо говоря, вот, помимо этого ты еще и можешь в доходе быстро на самом деле вырасти, потому что можно там до партнера и до какой-то там руководящей должности, там, если стартап стреляет, ты стреляешь вместе с ним, да. Да. Бывает и такое. Да. А бывает, стреляет стартап, а ты не стреляешь. Да, такое тоже бывает, да. Конечно. Такое тоже бывает, да, согласен. Да, и тут, кстати, еще, Артур, знаете, важно проговорить такой момент, что все вот сейчас мы с вами обсуждаем стартапы и стабильная компания. Стабильная — это такая вот уже клетка, 10 лет работаешь один функционал. Да. Внутри больших стабильных компаний тоже есть отделы и есть функции, где очень все быстро растет. Да. Вполне, why not? Если тебе хочется и стабильности, и при этом расти, может, там что-нибудь будет интересного, подходящего. Ну, бывает, большие компании запускают какие-то проекты внутри. Да, какие-то абсолютно. маленькие компании, стартапы тоже внутри своей экосистемы. Да, согласен. Хорошо. А вот теперь чуть-чуть в другую сторону двинемся. То есть вот я, такой хожу, амбициозный, выбираю место работы, тем более на текущем рынке все круто, все меня хотят, вот, все мне что-то предлагают. Вот, но мне самому чего нельзя, недопустимо делать кандидату, вот, опять-таки, через вас много кандидатов проходит, разные, вот вы показали там рекрутера, который вот так вот сидит, это точно сразу red flag, да, вот, а мне как кандидату тоже, наверное, тоже есть какие-то моменты, на которые я должен, я не должен так делать, чтобы меня... те компании, которые нормальные, потенциально для меня подходящие, чтобы они мне сразу там все, иди отсюда. Лучше не делать вот так. Да, лучше не делать, не рекомендуем. Не рекомендуем. Нет такого, что нельзя, можно все законодательством, что предусмотрено. А дальше с точки зрения твоих выгод. Тут тоже зависит много еще и от компании, но в целом общее. Вот точно одно правило, которое для всех разных компаний, которые вот так вот работают, которые вот так работают, как минимум не пытаться не следовать правилам, которые сейчас компания задает. Объясню. Рекрутер, работодатель, HR выходит на кандидата, и вот, пожалуйста, у нас этап собеседования, такой-то процесс. Мне сразу, пожалуйста, с финдиректором. С вами мне не о чем разговаривать. Так, окей. Кто-то, конечно, это двояко можно считать. С одной стороны, может быть, да, молодец, диктует свои правила. Нам как раз такой и нужен главный бухгалтер, который скажет: так, у меня своя история, я сейчас вам буду говорить, как я хочу и как мне нравишься. Да, то есть, с одной стороны. С другой стороны, нет, нам нужен человек, который будет как раз следовать политикам, будет уважать политики процесса. Не нравишься. То есть вот очень сложно здесь однозначно сказать, но точно с уважением как минимум относиться к тому человеку, который на тебя сейчас вышел. Не было такого, но очень много коллег, HR-ов, рекрутеров делились, и прям я вижу в чате, да, главные бухгалтера вообще не хотят разговаривать с HR, им сразу финдиректора подавай, что с нами разговаривать, что с вами разговаривать. Да. Ну,
Сейчас ты общаешься с человеком, который условно определяет, ты дальше двинешься на этап с финдиректором или нет, или куда-то еще. И ты к нему вот подобным образом относишься. Ну, мне кажется, так Ну, себе то есть история. общаться с уважением. Ну, как минимум. Да. И, знаете, хотя я всегда всем, кто обращается за консультацией именно по вопросу трудоустройства, я не консультирую, но в целом могу пообщаться с коллегами. Веди себя естественным образом. Мгм. Вот ты вот такой, Ну, и веди приди себя на так, да. собеседование так. Вот увидит компания тебя вот такого, какой ты есть. Не подходишь ты компании, it's okay. Мгм. Это даже еще лучше. Ты не потратил время даже на то, чтобы начать работать там, а потом в процессе работы вы поняли, что вы не подходите по манере поведения, скажем так. И Мгм. не есть ты хороший, ты плохой. Вы просто не подходите. Для тебя норма это, для них другое. Придешь на вот собеседование такое, как есть, компания видит, нам это окей. Мы вообще здесь никакого редфлага не увидели. Класс. Мгм. Двигаемся дальше. Ну, культура такая, Да, может быть, да. там, мэчимся. Да. It's okay. Мгм. Да, поэтому здесь очень сложно сказать. Относитесь с уважением, относитесь, как вам привычно. Мгм. Понятно. Ну, то есть основной совет — относиться с уважением. Be yourself. Ну, я бы еще добавил, знаете, Если такие... для вас уважение нормально, уважайтесь. Да. Если не уважаете кого-то, не уважайте. Ну окей, понятно. То есть будьте естественны. Да, be yourself. Да. Ну, Типа, хочешь опоздать — опоздай. Ну, типа, если для тебя тебя нормально опаздывать — да, опаздывай. да, опоздай. И Чтобы потом сюрпризов не было, да? И работодатель поймет, так, он, значит, вот так себя ведет. Нам это окей, бывает такое, что, ой, вообще не переживайте, Василий, все нормально, 10 минут, it's not a problem. Да. Садитесь, давайте беседовать. Мгм. А кто-то, в некоторых компаниях штраф за 5 минут опоздания. Да. Для нас неприемлемо. Спасибо, до свидания, закончилось собеседование. Да. Ну, кстати, да, правильно, согласен. Хорошо. Торги по заработной плате. Как правильно торговаться? Вот тем более вы Мы озвучили, сейчас что... с позиции кандидата. Да, вот вы же озвучивали, что люди только начали относительно недавно озвучивать там пожелания по заработной плате. Да. То есть долгое время для нашей культуры, наверное, было как-то, ну, типа, Всё добро. страшно, да, типа, там, это не соответствует нормам, идти там озвучивать заработную плату, типа, взяли. Вот сейчас время поменялось. Соответственно, наверняка многие кандидаты попадают в такую ситуацию, когда вот все, они там все прошли, все поговорили, финальный вопрос заработной платы. Вот как правильно свою позицию либо удержать, либо прожать, либо там продавить, или, может быть, даже уступить наоборот. Вот как правильно торговаться в заработной плате? Потому что я честно могу сказать, много тоже ко мне кандидатов приходит периодически, и я вижу, что вот некоторые это грамотно делают. То есть они так очень мягко, но аккуратно продвигают свою позицию. А некоторые как-то топорно, и ты сразу их раз обрубаешь, и все, диалог закончился. Вы про то, как он взаимодействует на эту Да, тему. ну как вот лучше кандидатам все-таки торговаться по заработной плате? Ну, как минимум понимать, что ты стоишь на рынке для начала, да? Подготовка, или ты уже знаешь эту цену среднюю себя, что ты есть, сколько ты такой стоишь на рынке. Пожалуйста, вот, и аргументировать, вот я это хочу, потому что я могу это дать. На рынке вот этот скоп скиллов стоит столько. Если вы мне не готовы дать, скорее всего, есть другие компании, которые, да, окей, найдете вы за меньшую сумму вот такой скоп скиллов. Да, конечно, кто-то наверняка согласится на меньшее. Поэтому первое, конечно, это понимать, знать, что хочу, чего стою. И если мы говорим про то, как об этом коммуницировать, то или в начале, или в конце, я бы, конечно, всем посоветовала, обеим сторонам, и работодателю, и соискателям, кандидатам, сразу поднимать как минимум хотя бы вилку, сходимся или не сходимся. Не вот это на первых этапах. Я это делаю всегда до даже встреч. У меня всегда телефонный созвон, как минимум, чтобы ваши ожидания, наши бюджеты есть, мэчимся хоть где-то, плюс-минус, имеет смысл дальше двигаться, чтобы не тратить ни время свое, ни время кандидата. Поэтому если с точки зрения специалистов сейчас мы говорим, то я бы этот вопрос как специалиста я всегда, в принципе, сразу поднимаю так вопрос сначала денег, а потом, если все окей, двигаемся дальше. Да. И если мы говорим про то, как об этом коммуницировать, то я, наверное, опять скажу, как вам комфортно. Вот он перед вами сейчас сидел и говорил, так, нет, я хочу. И вам чувствуется уже, что нет, это не тот формат общения, на котором, не тот язык, на котором бы мне хотелось дальше работать с человеком. Здорово. Но, конечно, комфортнее всегда людям
когда высказывают не жестко свою позицию, а аргументируя личным опытом, что я могу дать за эти деньги и что вы получите за эти деньги. И вот на рынке вот такая ситуация. Является ли аргументом... Мне столько надо. Ну, Некоторые не прям любят. Ну, потому что у меня расходы такие, понимаете, дети. Да, вот это вот, Дети, кстати, да, там, у меня расходы такие. кредиты и так далее. А есть еще есть жесткий. популярная тоже фраза, это, ну, я сейчас или там на предыдущем месте работы получал 1500, поэтому сейчас, пожалуйста, 1800. Для работодателя ли является аргументом? Да, вообще нет, по-моему. Нет, но как минимум норма у человека уже заложена. Да. Кстати, очень распространенная история, когда какая-то компания демпинганула, купила задорого, слишком дорого по рынку специалиста, у него норма выросла, потом по каким-то причинам он расстается с компанией, или компания закрывается, уезжает, он остается на рынке, а норма, а на рынке на самом деле Очень много таких это случаев я видел, стоит. да. То есть, тут вот вопрос, насколько человек адекватно понимает, сейчас чувствует рынок, знает рынок и готов или дальше вот это и сидеть без годами работы. искать. Да. Да, месяцами, годами. Это, конечно, уже решение каждого. Не помню, о чем мы говорили. Ну, я думаю, мы в целом обсудили этот вопрос. Да, вот теперь такой вопрос, значит, рекомендации бывших работодателей. И вот эта вся вот эта реферальная история, насколько эта система вся работает. Вот я от себя, конечно, тоже в конце добавлю, но, наверное, многие недооценивают историю Есть с рекомендациями, да, и историю с проверкой предыдущих работодателей. Алло, здравствуйте. Вот у вас такой человек работал. Можете, пожалуйста, дать по нему информацию? Вот, что можете рассказать? Да, практика есть, конечно. Не скажу, что она прям повсеместная. Да. То есть даже по моему опыту, опять-таки, про свой опыт, она меньше. Меньше количество работодателей просят референсы с предыдущих мест работы. Некоторые прям ориентируются на «мне окей», комфортно, go. А что там было, это другая уже история. Но это имеет место быть. И очень это как-то увеличивается? Тренд идет? Больше нет, по моим ощущениям. Нет, да? Больше нет. Ага. То есть просто есть какое-то количество, какая-то категория там работодателей, которым важно проверять. Да, важно. Окей, для такой категории работодателей стоит, конечно, задуматься о том, как ты уходишь. Да даже если и не про референсы, не про общение, не про отзывы от будущих работодателей, стоит, конечно, всегда расставаться на хорошей ноте, потому что ты не знаешь, где, как ты пересечешься с этими людьми, с этим человеком в будущем. Может быть, ты вернешься в эту компанию, а уже испорчены отношения. Поэтому в целом, да, сохраняется эта практика, нет тенденции на то, чтобы прям поголовно все подряд, и нет такого тренда, скажем так, да, есть где-то какой-то тренд, что да, там давайте на скорость работать, быстрее оценивать, быстрее принимать решения, это, да, безусловно, есть поголовно, на референсы нет. Но очень часто, если все-таки референсы запрашивает работодатель, вроде кандидат, все, вот финальный, вот прям оффер готовы сделать. Анна, а что там с предыдущими? И все. И на этом все ломается. 5 номеров, 5. Негативных отзывов. 4, окей, 1 нет, все. Да. Но из плюсов этот референс может дать человек, который заинтересован в том, чтобы его негативный дать. Да. Поэтому субъективно, может быть. Да, абсолютно. Да. Поэтому с точки зрения работодателей совет такой: очень внимательно относиться к тому, что ты спрашиваешь, как ты спрашиваешь. Формулировки вопросов очень важны, о чем вы беседуете. То есть спросить, как он? Ой, да, и не хочу, не буду, не рекомендую, не берите. Понятно, не берем. Если бы спросить, такие, почему, объективные причины, да, за что, почему и как, там можно накопать такого, что оказывается, все нормально. С ним все нормально, там на самом деле проблема была в работодателе. Вот очень такая скользкая. И многие, как правило, работодатели на этом и
Ну, это значит неумение работать с информацией тоже, да. Отсутствие знаний, понимания, Да. некомпетентность это называется, да, в целом. Нехорошее слово, не люблю мне. Просто человек не знал и не закрыл вакансию подходящим, как бы потом оказалось часто, кандидатом вполне. Мгм. И для соискателей тоже совет учитывать, что, возможно, вы сейчас будете общаться с работодателем, который просто по незнанию не умеет собирать информацию от бывших работодателей. Просто вот, да, я бы никогда не берите его, все понятно. И дальше не провел беседу, не собрал информацию, собрал ее совершенно некорректно, некачественно и принял не то самое решение, которое бы мог. Ну, может быть, тогда это можно озвучить прямо на собеседовании, что, допустим, с таким-то работодателем мы разошлись, к сожалению, плохо, причины были вот такие, просто хочу заранее вам дать знать, что, как бы, чтобы завтра вопросов не Да, было. моя Да. позиция, мое видение того конфликта такое, Да. потом созвонились, узнали и для себя приняли решение, кто прав, кто виноват, потому что, Мгм. может быть, для него, по его ценностям, нормам поведения этот был неправ, а по моим так с ним все хорошо. Да, Это в тебе да, вопрос большой, жирный. Соискателям, конечно, тоже стоит учитывать, что некоторые работодатели и представители работодателей не совсем компетентны брать качественно эти референсы и неправильно их берут, некачественную информацию собирают и принимают решения по некорректной информации. Да. И стоит все-таки, какой бы конфликт ни был, его сгладить и выйти из компании максимально в хороших отношениях. Даже если там кто-то не Ну, прав. это, кстати, вот ответ на один из тоже моих вопросов, что все-таки рекомендация любой конфликт заглаживать, Сглаживать. да, и закрывать отношения на Абсолютно, хорошей ноте. абсолютно. Да, отлично, хорошо. Последний вопрос в части поиска работы Мгм. для соискателей. Часто менять работу. Это нормально О. вообще? Потому что много сейчас таких кандидатов. Да, По много. полгода там, сям, там. Для как кого-то кузнечик. нормально, да, для Да. кого-то ненормально. Я на самом деле, когда открываю резюме, вообще не смотрю, сколько лет, где, как. Мгм. Я лучше пообщаюсь с человеком и узнаю, какие причины. Если у меня есть сомнения, я созвонюсь с работодателем, уточню. Мгм. И бывает очень часто действительно качественный во всех отношениях кандидат, подходящий, резюме у него по полгода там, получает его заказчик, нанимающий менеджер, ой, нет, летун. Все. Мгм. На самом деле я сторонник того, чтобы сначала пообщаться с человеком, выяснить, не только у человека, но и другой стороны, все факты, и на основании фактов принимать уже решение, летун он все-таки или не летун. Да. Да, и очень часто, кстати, бывает, окей, причины смены работодателя, меня там это не устроило, да, меня здесь это не устроило, здесь это не устроило. Уже неплохо, ты уже как минимум знаешь 3 фактора, что тебе не подходит. Да. Сейчас мы 4-я твоя Ред компания. флаги свои Да, выписал. Да. И я тоже запрашиваю эти ред флаги и Да. оцениваю. А у нас как раз с этим все окей. Ни этого, нет. Есть Мгм. шансы, что тебе здесь будет окей? Есть. Мгм. А давай теперь по грин-флагам пройдемся. Что ты хочешь? Чего надо? Вот это. Готовы? Можем? Есть шансы. Мгм. То есть для меня даже это где-то в позитивном ключе я могу это рассматривать, потому что это опыт. Даже если этот опыт человек сам не переварил, в процессе общения мы с ним перевариваем, я собираю эту информацию, это полезно для Мгм. него, Мгм. для работодателя. Понятно. Хорошо. Поэтому совет, наверное, работодателям не делать поспешных выводов только на основании резюме, пока не будет фактов. Вот на фактах, да. Все-таки без пообщаться. Да, и совет с соискателем, специалистом, если уж так и получилось, такое бывает, не хочешь ты этого, Мгм. последние полгода прям терпел, 7 месяцев проработал, полгода терпел, чтобы не было вот этого по одному месяцу. Если уже и случилось, то прям в резюме для тех, кто любит и привык делать выводы сразу по резюме, что он летун, сразу прям прописывать причины ухода, чтобы прям в резюме показать, что там все окей. Да. Иногда читаешь и понимаешь, блин, ну да, там закрылись, здесь закрылись, там сокращение. Эх, бедненький. Ну вот, кстати, про резюме. Ну вот есть же рекомендация хорошая не писать. Ну вот я, честно, вот мне не нравится, Мгм. когда я получаю резюме, и там Полотно. целая книга, Да. да, и он там в каждом пишет миллион обязанностей, которые он выполнял. Лучше коротко, ну, типа для меня, лучше коротко написать, чего ты там достиг, что ты хорошего сделал для компании. Соответственно, вот еще дополнительная рекомендация от вас – Мгм. это причина ухода. Why Да? not? Да. Если ты видишь, что могут считать, что слишком часто смена работы. Да, если это имеет место быть, да. Если это может вызвать вопросы. Мгм. Хорошо. И, кстати, вот по резюме, ваша рекомендация какая? Короткая или полотно? Да, вы сейчас Книга. рассказывали, я тоже сижу и думаю, так. ам, м,
Тут очень сложно. Вот вы сейчас говорите, что вам не нравится. Мне тоже не нравится. Да. Я вот тынц быстренько. Но есть работодатели, Которым нравится? они и так изучают. Они 2 дня берут и изучают все это. Есть разные типы мышления, так, метапрограммы с точки зрения психологии. Мы с вами, я сейчас пока вижу по этому критерию, больше глобальные люди, которые так по верхам, общей информации, потом уже в детали. Да, можно, но, может быть, иногда и не нужно. Мгм. Да? То есть это глобальный тип личности, глобальный тип восприятия информации. Это окей. Есть люди, которые специфичные, им прям хочется, нужно, любят, надо. Это Да. специфичный тип. Мгм. Поэтому как Зависит от- в идеале, Да. прям чтобы наверняка и таким, если бы я как специалист составляла резюме, я бы сделала подумала бы технически, как это сделать, но так, чтобы глобально, а там дальше кнопочка «Далее». И развернуто. Да-да-да. Хочется больше деталей? Разверни. Хочется глобально, общими мазками? Вот тебе. Ага. Напиши мне в личку слово «детальное резюме», я тебе вышлю, отправлю, да. да, там целую полотно Да. книгу. Ну да, если технически невозможно, вот эту кнопочку «More» дальше Ага. или «Далее», тогда есть короткая версия, есть детальная Да. версия. Ну вот если по каким-то мировым стандартам смотреть, я просто в свое время, когда мне было лет 28-27, я увидел вот такую форму резюме у топ-менеджеров таких, ну, крупных мировых Крупных, компаний, мгм. да, у них у всех резюме на одной странице. Причем я помню, вот одну девушку взял ее резюме, вот мы ее на один проект смотрели, она чуть ли не там, ну, самые известные финансовые компании, которые в мире есть, она там и вице-президентом где-то работала, где-то президент. У нее резюме на одну страницу. Коротко, здесь Где, работала, кем? да. Название, кем Достижения. работала, период, коротко, что сделала, короче, всё дальше. Я тогда как бы в свое время вывод для себя сделал, что, ну, наверное, вот это все-таки и мне подходит, как бы мне больше нравится, и как бы ты не занимаешь чужое время, Абсолютно. ты просто дал, все понятно. Лично я с вами согласна. Хорошо. Давайте теперь тогда двинемся в блок работодателей. Вот. Здесь, наверное, и мне тоже самому будет интересно И мне. послушать. Вот. Мы сейчас с вами обсудили, что рынок в Узбекистане у нас, ну, в Ташкенте конкретно, он перегретый, Мгм. да? То есть спрос на хороших кандидатов превышает предложение, соответственно, это все ведет к тому, что запросы по заработной плате тоже на нормальных, хороших кандидатов Мгм. начинают расти, и низкокачественные кандидаты, они тоже за ними начинают подтягиваться, соответственно, общая тенденция идет к тому, что рынок перегревается, зарплаты становятся, требования по зарплате высокие. Как на таком перегретом рынке вообще искать хороших кандидатов? Где их искать? Как искать и где искать? По способам, да? Есть какие-то, может быть, лайфхаки тоже? Ну, помимо того, вообще в рекрутинге, в подборе существует там активный подбор, да, и пассивный. Да, пассивный ты так это где-нибудь опубликуешь и ждешь. Да. Имеет место быть. Более того, я очень люблю такой способ. Если вакансия качественная, хорошая, Да, Сейчас. люди сами придут. они придут. Да. Твоя задача быстро, качественно отобрать, Мгм. кто ок тебе, кто не совсем подходит. Дальше продолжать общение. Если же здесь сложности, и вот таким образом ничего не происходит, то или в тебе, ну, не в тебе, я в тебе имею в виду как работодатель, то есть вакансия, ты как работодатель, твои условия, требования, может быть, не соответствуют, не совсем привлекательны. Имеет, конечно, смысл пересмотреть в первую очередь, я всегда за это выступаю, требования, условия. Мгм. Или если по каким-то причинам это невозможно, то, конечно, идти уже в активный поиск. Да, это Прозванивать. ну, можно прозванивать, да, самый классический, купить базу, Да. снять телефон и прям прозванивать. Более того, сейчас прозвоны не самый эффективный способ. Написать в Telegram. Серьезно? Экономия времени работодателя, Мгм. стопроцентно он прочитает твое сообщение. Интересно, go. Неинтересно, молчит, ты тоже понимаешь. Мгм. Дозвониться, не дозвониться, вот меня пока, я немножко негодую, когда узнаю, что какие-то рекрутеры сидят и прозванивают. Да. Да, человек сейчас на работе, он 20 часов работает, 4 часа спит, ему не до звонков вообще каких-то незнакомых, и очень малый шанс, что ты до него дозвонишься. А если дозвонишься, то он сейчас в работе, о чем вы? Да. Да, а так я обычно коммуницирую в первую очередь всегда в Telegram, в том удобном мессенджере. Если это вне Узбекистана, то это, естественно, не Telegram. Да. Сразу ссылку на job description. Коротко, понятно, ясно. Интересно — обсуждаем. Неинтересно
без Мгм. проблем, окей. А что нужно сделать, чтобы было интересно? Хорошая практика. Потому что вот у нас в компании массовый найм, он практикуется, и активный он идет методом прозвона. Ну, Сколько почему-то мы времени не думали о рекрутеры том, чтобы, теряют? да, чтобы писать лучше, чем, ну, И как бы, сколько времени ты сидишь и рассказываешь про какие-то да. условия, отвечаешь на его вопросы. А тут у тебя уже готовый текст, ты просто ссылочку отправляешь, он сам Мгм. ознакомливается, получает все ответы на все вопросы. Мгм. Вопрос еще был, как и где искать? Да, Как? Я за то, чтобы вот уже job description максимально был развернут, и на все возможные вопросы отвечаю. твоего потенциального кандидата он уже отвечал. Мгм. Чтобы он прочитал, и я все понял. Да, да, нет, нет. Мгм. Чтобы не было так. У меня еще куча вопросов, и работодатель, рекрутер, руководитель тратят время на то, что отвечают на одни и те же практически вопросы от разных просто кандидатов, когда Мгм. можно было все это сразу на входе и рассказать. Мгм. Как еще искать? Реферальные программы внутри компании, бонусы тем сотрудникам твоим, которые порекомендовали кого-то, ты его принял на работу, прошел испытательный срок, получаешь денежку. Хорошая система Мгм. привлечения новых тоже людей. Мгм. Активный поиск по профессиональные форумы, выставки и так далее, набирать там тоже связи, нетворк. Ну, то есть, допустим, Нужны маркетологи, побежали. пошел на форум маркетологов, да, и там Да, нужные пообщался. HR, вот там как раз Чуприна сейчас организовали, там 400 HR Мгм. пошли знакомиться с HR, Мгм. да, как минимум или познакомиться, или схантить, или просто познакомиться. Сейчас он тебе не очень нужен, завтра он может тебе вполне подойти. Да. Сегодня он не ищет, завтра он ищет, и тут у вас знакомство. Учебные, не вузы, ну вузы само собой, да, почему бы нет, если тебе нужны теоретически подготовленные, но еще не практикующие, на онлайн-офлайн каком-то обучении, повышении квалификации, Мгм. альфа, основа, Мгм. точка роста. Сейчас рекламу всем сделаем. Да, кто у нас еще подкрывался и проводит тоже обучение офлайн и онлайн, why not? Нужны Мгм. будут HR уже действующие, пошли, вот у нас там есть повышение квалификации. Да. Есть, Я, может кстати, быть... слышал, у меня один знакомый, он тоже мне рассказывал, говорит, я, говорит, пошел, говорит, в учебный центр, Мгм. там были какие-то курсы, я, говорит, просто посидел, послушал, и, говорит, уже оттуда, говорит, для себя приметил кого-то. И потом он пошел дальше, он говорит, я, говорит, сам там начал давать несколько, типа, лекций, ну, таких открытых, не постоянных там, и, говорит, и по уровню вовлечения участников тоже раз, идем познакомимся, идем пообщаемся. Абсолютно. Да. Такая же история. Да. Многие компании даже и проводят в процессе оценки подобное. Ты отдаешь информацию, обучаешь, делаешь какие-то практические задания, они работают, и ты в процессе обучения, мало того, что ты обучаешь его, по результатам собеседования получаешь человека с той информацией, которая тебе нужна, так ты еще и в процессе взаимодействия с другими людьми, работы командной, индивидуальной, спичи какие-то, анализ и так далее, уже на практике оцениваешь человека. Мгм. Супер способ неэффективный, качественной оценки, пусть и иногда затратной по ресурсам для Ну да, компании. согласен. Ну, лучше в начале, чем потом. Ну, некоторые, да. Да. Некоторые принимают так пачками, потом отсеем, 5 примем, один останется в процессе Да. стажировки. Это вот про способы, где и как Мгм. еще искать. Мгм. То есть прям с головой окунаться туда, где они тусуются, как я Мгм. говорю, где они проводят свое время. А какие советы можете дать по вы затронули немножечко тему этих объявлений о работе, Ой, это вакансий. я так люблю это. Да, вот. Могу долго говорить. Все по-разному, да, там как-то публикуют, вот, чтобы оно было привлекательное, чтобы люди откликались, и, соответственно, чтобы пассивный найм был полегче, поэффективнее. Да, я за то, чтобы подходить к написанию текстов вакансий с точки зрения маркетинга. Не Мгм. просто То есть это копирайтинга, продающая история, да, да, абсолютно. Понимать, кто твоя целевая аудитория, Мгм. вплоть до того, чего они хотят, что для них важно, на какой ступени по пирамиде Маслоу они сейчас находятся, сколько им лет, есть ли семья и какие у них возможные вопросы могут возникнуть к работодателю. Что им не интересно, от чего они устали, это какие-то триггерные, да, ред-флаги. Мгм. Изучить эту целевую аудиторию, хотят, не хотят, важно, не важно, нужно, что им нужно подсветить, изучить вакансию, потому что очень часто работодатели, если сами владельцы занимаются подбором,
не до конца даже понимают, что они вот в вакансии дают, могут дать, требуют и хотят. Да. Поэтому очень глубоко подойти к анализу вакансии. Очень часто, кстати, история, когда рекрутер есть в компании, но заказчики не дают. То есть у меня вот девушка тоже проходила обучение, она говорит, мне не дают информацию. Да. Прости. То есть нужен человек, и она там ходит и выпрашивает. Да, я говорю, вот А список какие вопросов, я прям характеристики, да. учу, вот список вопросов, идете, вытаскиваете всю информацию. Нужен главный бухгалтер, оденься в шкуру главного бухгалтера. Ты им никогда не была, у тебя есть чат GPT, ты сейчас начнешь спрашивать то, что важно главному бухгалтеру, потому что тебе чатик сейчас расскажет, что важно главному бухгалтеру. Так, какой налог, когда там проверки были, как проверки прошли, какой там район, какой и так далее. То есть главно-бухгалтерские, так называемые, профессиональные вопросы. Ты их не знаешь, узнаешь. Собираешь эти вопросы, идешь к своему нанимающему и забираешь оттуда информацию. Ты не можешь знать всего, а он, возможно, знает. Бывает очень часто, что человек не дает. Да, и вот объявление, оно довольно скудное, непривлекательное, неинформативное для специалиста. То есть не отвечает на все его вопросы, не дает ему понятия, что мы тебе дадим. Ты это хочешь? Получи. Ты этого боишься? А у нас этого нет. Ты от этого устал? А мы этим не практикуем. Да, ты вот это столько хочешь, мы это даем там, и так далее. То есть вот эту всю информацию нужно прям прописать в job description. Сначала, конечно, собрать информацию. Поэтому у меня, наверное, призыв и просьба ко всем руководителям, владельцам, если к вам ваш HR или человек, который занимается этой задачей, приходит и побольше информации хочет, это очень хорошо. Он молодец. Он профессионально подходит к своей работе. Да? Сейчас, если не дать ему эту информацию, он не сможет даже профессионально сделать эту работу. Нет информации, ты не... Даже, это знаете, как... Ну, как ежик в тумане будет ходить искать. Абсолютно. Да? Вот просто буду тебе подкидывать, кто там будет, потому что я... Даже, знаете, мы сейчас говорим про привлечение, потому что job description — это в первую очередь продажа вакансии, привлечение. Он прочитал и захотел. Или прочитал и... Спасибо, ребят, мне не до вас, у меня там отчеты горят, например. Поэтому здесь он даже не привлечет особо-то много. То, насколько будет качественным job description, зависит, сколько и кого он привлечет. Нам нужно, конечно, много и подходящая целевая аудитория. Он может даже не привлечь их, даже некого будет подкидывать заказчику. Потом заказчики еще часто возвращаются. Заказчики, это я говорю, внутренние заказчики для рекрутеров, это нанимающий менеджер. Почему никого нет, где кандидаты? Она никого не может привлечь ни пассивно, ни активно, потому что нет информации. Просто есть зарплата и привлекает, да, только тех, кто, может быть, сейчас в очень активном поиске. Как правило, лучшие не ищут работу. Эта работа ищет лучших. Да, если мы говорим про тех, рынке, про тех самых. В принципе, это всегда так было. Даже да, абсолютно. Когда времена были другие, все равно всегда есть как бы люди, за которыми компания охотится. Да. И тут тебе нужно... А для этого нужно знать, с чем выходить. Да, для меня это очень важный этап. Хорошо. Ну, автоматом, получается, такие люди, вот, ну, допустим, окей, может быть, это прозвучит немножко как хвастовство, но, допустим, моего резюме не было там нигде на всяких там агрегаторах, вот, и если фактор того, это вот сейчас подводка к следующему, наверное, вопросу, что реально там топовых кандидатов ты там на HeadHunter не найдешь. Связи, нетворк. Только нетворк и только связи, реферал, да? Да, абсолютно. Твой социальный капитал. То есть, на HeadHunter, получается, можно искать персонал какого там линейного в основном и какого-то среднего уровня, да? Ну, если ты хочешь... Топового в том числе. Топового в том числе, но... Это вас нет, других, возможно, есть. Да, вас можно будет найти только уже через свои контакты, через 5 рукопожатий и так далее. Да, если ты понимаешь, что в ХХ там, или в линке вас найти же, да, в ХХ нет, как минимум переходишь в другие социальные сети, да, пользуешься другими инструментами, как выходить на таких людей. Ну да, окей, я там не только про себя буду говорить. Вот у меня есть конкретно там круг друзей, которых нигде вы не найдете. Ну, они реально топовые, там, какие-то эксперты, руководители там, крупных компаний. Вот, и, соответственно, ну, получается, единственный выход на них
Это выйти через лин- свою социальную. Либо через свой социальный капитал, либо там, может быть, на LinkedIn написать, и Нужен, повезет, не нужен повезет. кто-то в сфере недвижимости, управления новым проектом. Пиши. А нет ли у вас? Да. Хорошо, вот, и, ну, вот есть такое мнение, да, среди работодателей, что HeadHunter — это в основном кандидаты низкого качества. Это правда или нет? Я, если честно, первый раз такое слышу. Не слышали такое? Я слышал Нет. просто. Нет, причем Вы не еще один раз. на Олаксе не были? Ну, OLX — это же не целевая, как сказать, площадка. Даже- Ну, очень рабочая площадка для определенных позиций, конечно. Мгм, мгм. Да, низкого качества. Ну, что там обитают, знаете, в основном такие джоб-хопперы. Там $100 больше предложили, побежал туда. Ну, мне нечего сказать, кроме, наверное, личного опыта. 80-90, наверное, больше, чем 80%. Я спокойно закрываю вакансии, качественно. А я Мгм. всегда про качество. Для меня Через очень... HeadHunter. Да. Мгм. То есть, есть если человек убежден, что да, там такие некачественные ребята, то, скорее всего, он будет просто действительно получать качественных. Мгм. Знаете, когда мы с вами еще общались, я говорила, что есть еще такая история про убеждение, установки. Да. Если я убежден, что все мужики козлы, то То они будут козлами. поверь, Да, тебе да. только такие будут попадаться. Есть нормальные, но ты мимо них проходишь. Есть такая же история. Поэтому тут я еще, знаете, много думаю о том, когда в процессе обучения, да, курсы сдаю, работаю с ребятами, очень много вижу, что многие, если убеждены, что они не закроют эту вакансию, Они её не закрывают. они не закроют. Поэтому в Это первую нормальная очередь, история, да. в том числе я сама Если собой, ты не веришь, ты не сделаешь. абсолютно, ты прав, да, как Вот у меня говорится. Ростислав тут сидит, он часто, когда что-то начинает делать, я говорю, ты просто не веришь, я говорю, поэтому ты... А когда что-то поверь. получается, я говорю, ты просто потому что ты поверил. Да, серьезно так. Поэтому в первую очередь сидим, убеждаем себя, что это получится, что это качественно, что Да, даже на эту вакансию найдется такой человек, который будет рад и да, годами да. работать. Ну, тем более с учетом, что мы живем в городе, где проживает огромное количество людей, мы не живем где-то там, где живет В население там, 100 ограниченном тысяч, количестве, да. да, или там 10 тысяч, да, конечно, возможности есть. А вот помимо HeadHunter, какие еще площадки вы рекомендуете использовать для поиска работы? Для поиска кандидатов, ну и работы, соответственно. Линк. Замечательно сейчас. Да. Тенденция плавненько, аккуратненько, молодцы, хорошо идут. Мгм. Все больше охватывают сфер и все большее количество специалистов. Мгм. М, Но там, наверное, есть какая-то... В LinkedIn, скорее всего, живет какая-то определенная категория. Категория. Да, то есть там Ну, все охранника, конечно, ты там не найдешь. Да, 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 или водителя будет неэффективно, скажем так, искать. да. Да, ХХ в этом плане более разнообразный, более широкий, линк более про технических специалистов, про офисных белых воротничков. Мгм. Наш Олакс, телеграм-каналы излюбленные, многочисленные, Мгм. очень многочисленные для менее квалифицированных специалистов, хотя есть и телеграм-каналы для уже квалифицированных. Ну, такой М, среднего уровня, да? Да, Мгм. конечно, ты там председателя банка не найдешь в канале банк, что-то там, Да-да-да. вакансии в банковской сфере не найдешь, но примерно люди, которые в других банках поработали с опытом, да. Мгм. А есть какие-то вот еще специализированные платформы? Потому что я знаю, что были Да, какие-то конечно, в IT, типа да, GitHub для... там GitHub. А, в да, IT, окей, так. Что А еще? там есть наши местные тоже. Там даже Там можно по стране отбирать? местные в том числе. Ага. Тут история про IT, она же такая международная, Ну да, такая фрилансеров удаленочка, можно. поэтому I don't care, где ты вообще. Вопрос, наверное, если у меня есть возможность на удаленку взять человека. Да, для дизайнеров тоже есть платформы, где они выставляют свои работы, Мгм. есть, но не для широких масс, скажем так, А очень вот специфичные. для широких масс я видел, какие-то были рекламы, знаете, там работа УС, потом еще какой-то УС. Это такие же ещё не ХХшные, запустилось? да. USJobs, Неэффективно? MyJob. Да. А, Они не пользуются Вот успехом? помню, в 2014-2013 году MyJob, USJobs — это вот две платформы Работали. по аналогичной модели ХХ. Мгм. В 2015-2014 зашли ХХ, очень так плавненько, как-то никто в них особо не верил, ну, я про себя. Мгм. Но потихонечку и набрали обороты. USJobs в результате
не особо активен. Мгм. Да, он есть, MyJob, даже не знаю, даже не открывала в последнее время. Может быть, они опять возобновились в 2020-2021 году, кажется, пытались. Мгм. Но в целом нет никакого смысла работать на тех платформах, если есть все на ХХ. Грубо говоря, все, Ну кто на да. ХХ, там же на Узджобсе, на MyJob, все то же самое. Ну, с ХХ там же еще есть такая история, но это уже, наверное, немножко офф-топ Мгм. с точки зрения бизнеса. Вот то, что мы видим в России и в Казахстане, ХХ из-за того, что захватил рынок Мгм. труда, он очень сильно повышает тарифы каждые там 3 месяца, грубо говоря, чуть ли не там не каждый месяц. Имеет Вот, и право. это становится, да, ну, многие сейчас думают о том, как отказаться от ХХ. Вот. Не боитесь, Мгм. что вот здесь тоже, ну, как бы ХХ получается один из способов добычи хлеба для вас, да. Да, они имеют рынок, они, ну, как и любой бизнес, имеют полное право. Другое дело, как на это а, отреагирует их целевая аудитория. Мгм. Найдется ли конкурент, который как раз даст то, что хочет целевая аудитория. Мгм. И лично я нет, я даже не то, что не боюсь, я даже не думала особо об этом, потому что других пока инструментов нет. Пока это не миллиарды, не миллионы какие-то супер Да, да. деньги. Если мы говорим про покупку тех же вакансий, размещение, это относительно очень Ну, достойные, скажем так, ну, посильные, вот посильные. в год, по-моему, сейчас сколько? 30? Одна вакансия в 40 среднем миллионов сумм, 200, по-моему. 200, 200, 300. Ну если так, по Да, вакансиям, ну то одна да, вакансия, да, так да, да. среднего стандарт Мгм. плюс, то там 170, что ли, сейчас тысяч. Мгм. Это если поштучно покупать, если разом, конечно. В целом для даже малого бизнеса это посильные, я считаю, расходы, косты. Мгм. Случится что-то из серии слишком дорого, слишком много, работодатель всегда найдет другой вариант, Способ. другой разговор, насколько он будет эффективен. Мгм. Да. Хорошо, а вот Играем? способ поиска кандидатов через HR-агентство. Есть ли смысл работать с HR-агентством? Вот вы как собственник тоже HR-агентства. Если есть смысл, то по какому принципу их выбирать? Потому что их на самом деле появилось очень много. Они тоже вот этими Да. холодными, активным Да? поиском таким занимаются. То есть они там часто выходят на предпринимателей или там decision-мейкеров каких-то в Телеграме. Там, здравствуйте, мы такая-то компания, там хотим вам предложить услуги. Ну, как компаний много. Вы про продажи, да, Да. своих услуг. Ну, то есть, как вот выбирать, получается, если уж ты понимаешь, что ты какими-то своими наработанными способами не можешь найти себе кандидата, значит, одна из альтернативных методик — это пойти там в HR-агентство. Как выбирать? Вопрос, стоит ли работать, уже отпадает. Да? Да, ну, первое... Вряд ли я скажу, нет, не Ну стоит да, работать. да, ну, На можете самом- коротко сказать, стоит? Да. Иногда не стоит. Ага, Смотря с кем, смотря кому. да. Да, иногда я понимаю, что лучше провести небольшой аудит процесса в клиентской компании, показать ему, подсветить, где что улучшить. Мгм. Ребят, пожалуйста, идите и набирайте самостоятельно. Вот здесь по-другому делайте, вот здесь вот делайте, а вот здесь вот вообще не делайте. И получатся результаты своим HR-отделом, спокойно идите. Мгм. Why not? Мгм. Я всегда за то, чтобы так, давайте я вам HR найду, а вы потом этого HR будете внутри вообще использовать. То есть я за такие отношения. Мгм. Да? Поэтому в первую очередь стоит или не стоит, конечно, сам принимает решение владелец бизнеса. Если уж решили, да, все-таки мы будем обращаться на сторону, то не будем говорить про условия, да, предоплата, стоимость услуг, Да-да-да. гарантии, это само собой, уже каждый принимает решение. Я бы посмотрела на то, есть ли у команды внутри отдел подбора аналогичных позиций. 100% вот это про опыт. То есть или у них Каких есть позиций? таких позиций, которые вы сейчас им Я хотите понял, да, передать. да. Нужны, То есть например, искали они таких людей? да, в SEO, в недвижку. Мгм. Компания, да, недвижимость, там, давайте, строительная. Есть опыт, значит, есть понимание рынка. И насколько этот опыт свежий. Одно дело, если это опыт 5-летней давности, то у них есть информация по рынку этих специалистов на нашем рынке уже старая, Мгм. свежей нет. Если это свежее, то больше шансов, что они быстрее и качественнее закроют вакансию, чем то агентство, где не велось подобной работы по подобным вакансиям, и им нужно будет время все равно нащупать. Мгм. 2 недели, 1 неделю, но нужно будет время. Мгм. Плюс по отзывам, как минимум.
Предыдущих, рекомендательные. да, обязательно. Со своими вокруг друзьями-предпринимателями, может быть, не друзьями, просто прозвониться, посмотреть, собрать отзывы, есть ли результаты, нет результата, насколько довольны сервисом, качеством, насколько выполняют свои обязательства. Всегда да. Что бы еще важно? Ну, я как человек, которому важно с кем работать, я бы, конечно, всегда обращала внимание на то, как коммуницируют представители, насколько мне комфортно, некомфортно. Иногда бывает, так обращаются и так к тебе обращаются и так общаются, что ты понимаешь, что какими бы профессионалами не были, мне взаимодействовать и стрессовать не хочется. Ну, кстати, вот вы сказали там SEO в недвижку. Вот если какой-то SEO в недвижке смотрит, пожалуйста, обратитесь ко мне, пожалуйста. Я хочу уже, наверное, года 2, может быть, даже больше, найти директора в свою компанию. Вот поэтому, если кто-то вы там ходите, обитаете, напишите в личку или в комментарии. Вот Ростислав, напишите. Да. Мы вас обязательно пригласим, пообщаемся. Так, хорошо, вот такое еще часто, я знаю, у работодателей есть выбор. Это зеленый голодный, либо не зеленый сытый. Сытый кот. Сытый кот, да. Кому отдавать предпочтение? Ну, Моя любимая фраза. Да, зависит. Зависит от вакансии. Зависит от вакансии, зависит от ситуации. Да, конечно. Если у тебя есть кому этих зеленых обучать, и если эти зеленые потенциально обучаемые, да, очень важно, мотивированные, обучаемые, и все можно слепить, возможно слепить. Был бы кто, и был бы процесс, как лепить. Супер, why not? Если тебе дозволительно выделить время на то, что он будет зреть, пока будет обучаться, набивать шишки, и там через энное количество месяцев, лет он будет вот готовеньким. Вопрос о том, как готовеньких удержать, мы не будем сейчас поднимать. Ну, это следующий вопрос. А как его вот правильно идентифицировать, что он реально такой, из которого способный, получится да? слепить, да? Есть такое, как минимум, 100% для всех позиций, вне зависимости от позиций, это ригидность мозга. Или мозг ригидный, высокая ригидность или низкая ригидность. Высокоригидный — это довольно негибкий, низкий уровень ригидности — это вот гибкий, подвижный мозг, который способен впитывать информацию, воспринимать и ее осваивать, утрамбовывать. Существует такое, что с возрастом он становится мозг более закостенелым, туда сложнее поместить какую-то информацию, тем более там удержать. Но я не совсем с этим согласна. Дело не в возрасте, а в гибкости как раз нейронных связей, гибкости мозга. Есть куча примеров, когда и в 20 лет он уже просто вот там коробка. Все, просто или берешь цементная, такой, какой есть, или и не надейся больше ни на что. Или не бери. И есть примеры, когда в 45-50 люди осваивали новую профессию, новую сферу, да, довольно сложно. Поэтому дело здесь не сколько в возрасте, сколько в заложенных даже в процессе воспитания, становления, в среде, в окружении. Ни для кого не секрет, сейчас скажу, что выходя за границы Ташкента в регионах, чем дальше от областных центров, тем более ригидные люди. Это факт. И сложнее их обучать. Первый фактор — это ригидность, гибкость, адаптивность. Второе — это я бы всегда обращаю внимание на способности. Я гуманитарий. Впихните в меня техническую документацию. Я очень хочу войти, я очень хочу много денег зарабатывать. Войти сейчас много денег, но я не технарь. Да, не получится. Даже если я это сделаю, усилием воли освою питон, я буду кодить все равно хуже в разы, чем тот человек, у которого изначально способности технические, абсолютно. Я люблю использовать вот методику или в проведении собеседования, или, может быть, тестирования даже. Я все-таки всегда за собеседование, если тестирование провожу. Называется типология по Голланду. Голланд, да? Товарищ психолог, который выделил, что вот есть ребята одного типа, другого, третьего и четвертого. В зависимости от профессии твой тип или подходит, вот прям мэч, и хорошо заходит, и ты от этого даже удовольствие получаешь. Да, что очень важно, не только ты можешь освоить эту информацию, ты и делать эту работу, ты еще и удовольствие получаешь.
хочу и могу, и тогда есть шансы, что человек будет Мгм. выдавать результат. А вот эта методика, она именно на оценку ригидности мозга? Нет, это как раз на способности, На на способность. А вот таланты, как да. оценить ригидность мозга? Ригидность, спросить как минимум, если мы говорим про собеседование, то спросить как минимум, что, где, когда поспрашивать, узнать в ближайшее время, что человек нового узнавал и насколько он вообще любит изменения. Мгм. Стремиться к этим изменениям. Человек, может быть, даже там не прочитал в этом году, может быть, много книг, да, Мгм. но как минимум хочется чего-то нового, другого. Вот Да. это вот мозг, он Поглощающий такой. гибкий, он разнообразие. Мгм. Дай мне еще, не знаю, пойду вот по этой дороге или пойду по этой дороге. Вот он хотя бы здесь любит разнообразие. Вот это уже показатель, да, Мгм. стремление в своей жизни что-то менять, что-то Мгм. новое случаться, появляться, делать и так далее. Первый показатель есть тест. Тест на ригидность. Мгм. Пожалуйста. Вопросы в тестах можно использовать в собеседованиях. Можно, конечно, реши мне, пожалуйста, тест. Да, Более да. того, я эти тесты, если использую, то сейчас, чтобы все не побежали использовать тест, не дай бог. Если тесты используешь, это всегда про валидность, да, есть такое понятие, что тесты не всегда стопроцентно Да, результативны, да. а показатель все-таки я всегда перепроверяю. Высылайте ссылку на онлайн-тест кандидату. Побеседовали по телефону, поняли, что в целом готовы дальше двигаться, но вам важно, чтобы он был гибкий Мгм. и адаптивный, и плюс, чтобы он, например, был социальный тип личности, да, у Голланда есть, например, социальный тип личности, это тот, который про общение, ну вот рекрутера, HR сейчас захотите выращивать, Да. должен быть неригидный мозг и должен быть точно социальный тип личности. Высылаю 2 ссылки, одну на ригидность, вы записывайте. Да, да, да. Я- Одну на ригидность, другую на тест Холланда. Да. Он мне решает онлайн, высылает результат. Я смотрю, в целом там есть шансы. Если Да, все да, да. ок, есть социальность по Голланду и есть нужный мне уровень неригидности, то есть низкий, тогда имеет смысл пообщаться дальше уже. Мгм. Если нет, то какой? А вот популярные очень тесты на типы личности, как вы к ним относитесь? Они имеют какое-то Why not? место? Да. То есть даже По-вашему, там самый распространенный, давайте там диск. Да, Да, я, по не, Юнгу. я не пользуюсь. Я не очень много использую этих методик. Да, я для себя определила, что вот мне комфортно вот эти. В Мгм. каких-то вакансиях они критичны, их можно использовать, нужно. Там есть метапрограммы, я очень люблю метапрограммы, их тоже по всем вакансиям гоняем. Да, другие, Мгм. why not? Ну вот мы недавно просто тоже с моими, в основном топ-менеджментом, заказали вот Мгм. этот тест по Юнгу 4-цветный. На самом деле многое там интересно выпало, потому что ты такой смотришь и такой понимаешь. Кто А есть так кто? вот почему... Ты так себя ведешь. Да, ты так себя ведешь. Абсолютно. То есть там, допустим, есть там я в какую-то одну сторону, есть там 2 моих заместителя, они вообще в другую сторону. И то есть это, с одной стороны, во-первых, открывает глаза, с другой Мгм. стороны, как бы это показывает, что это хорошо. То есть ты же не можешь быть универсально хорош во всем. Абсолютно. Где-то твои слабые стороны должны закрывать твои коллеги. Да, и вы Да. как пазлик друг друга дополняете. Да. Да, Хорошо. это не только на этапе оценки кандидата очень полезная информация для руководителя с точки зрения работы, на которую вы смотрите, но и в последующем, вот как я сказала, для руководителя, если Да. пришел новый руководитель, как минимум понять, кто есть кто, с кем, как взаимодействовать, у кого сильные, слабые стороны, какие задачи стоит делегировать, какие, может быть, нет, Мгм. чего ожидать от человека. Да, хорошо. Вопрос поколений. Вот принципиально, в чем разница сейчас на сегодняшний день между поколением Z и поколением миллениалов? В Миллениалов, интернете игреки, сейчас да? ходит просто Да, столько куча мемов. приколов про поколение Z, как там вот взрослые, очень взрослые люди там отзываются о них, что это вообще там беспомощные, бесполезные, я не знаю, там еще такие-сякие, там какими только словами меня обзывают. Вот, и потом открываешь комментарии, там поколение Z пишет, да ты, короче, вообще там... Терпила. Не терпила, а там, типа, там, ну ты очень там старый, Скуф. да, скуф, там всякое прочее, вот. То есть я знаю, что многие, я сам на самом деле тоже периодически сталкиваюсь, мы все сталкиваемся с какими-то вот проблемами именно поколений, вот. На что
Вот не знаю, может быть, надо как-то правильно вакансии подбирать. Да, Либо 100%. нужно культуру, уже пришло время полностью менять в компании под новое Абсолютно. поколение, и мы не сможем поменять поколение. Вот что может Да, быть? конечно, не сможем. Да. Извечная проблема отцов и детей, попытки старшего поколения поменять, Да, найти новое. минусы, подсветить минусы, какие вы неподходящие. Наши иксы тоже к нам подобным же образом относятся и относились. Да. Поменять, то есть когда приходит руководитель или владелец компании, и вот у меня проблемы, вот эти зумеры, вот как Да. с ними работать, вот я не могу их переучить, а вы не переучите. Это человек, который 20 с лишним лет, у него личность формировалась. Вы сейчас хотите... Формировалась благодаря очень важным для них, взрослым, все. Считайте, это вот стержень, это бетон. Дорастить что-то, да, поменять этот бетон, это все равно, что снести полностью все основание, сфера недвижимости, полностью основание, все сверху порушится. Поэтому я всегда говорю, мы не поменяем, бесполезно. Хотите бороться, боритесь. Будет результат, очень сомнительно, да, 50-50, это очень сомнительный результат. С этим, может быть, поломаете, сломаете, но опять-таки фундамент снесли, а дальше чего вы от него хотите. Поэтому я всегда за позицию принять. Только принять, а адаптироваться. Хорошо, вот принять. Вот, допустим, на сегодняшний день самому взрослому поколению за сколько лет? 27, 26, где-то вот так, наверное, да? Угу. Вот. Ну и начинается там где-то 19-18 лет. Ну, то есть, соответственно, мы все понимаем, что на сегодняшний день это вот те люди, которые дальше будут все делать. Я не знаю, как это будет делаться дальше. Вот как нам подстроиться под поколение Z? Я даже не знаю, что будет, когда им будет 35 да. плюс, как тоже не будет знаю. строиться экономика, на чем будет стоять. Вот это вот, знаете, ой, я сегодня не хочу работать, у меня Да, сегодня я нет выиграл, настроения. все, Да. я поехал, короче. Да. Посмотрим. Интересно. Как минимум, я на это смотрю, интересно, как это все дело будет происходить дальше. Но сейчас, как минимум, мы говорим про то, что миллениалы в основном это decision-makers, это руководители, у них в команде зумеры, с которыми или ты научаешься работать, или набирай игреков, а ты для того, чтобы игреков, миллениалов набирать, ты им интересен. Понимаете, в чем? Я не хочу работать с этим поколением, я хочу с вот этим поколением работать. Да. Конечно, тебе комфортно. Но тут вопрос еще, насколько им комфортно с тобой, насколько они тебе хотят. Ты как компания, ты как работодатель, или отдельный руководитель отдел, или целая компания, ты достоин, условно, ну окей, не достоин, ты тянешь, ты соответствуешь требованиям миллениалов. Требуешь, достоин требований, окей, собирай, пытайся, но имей в виду, что на какие-то позиции все равно зумеры подтянутся. Да, может быть, 20%, но зумеры будут, и тебе все равно придется под них. Вы сейчас подумали о том, чтобы собрать всех миллениалов, да? Да, я, знаете, думал, вот просто мы тоже достаточно часто с друзьями обсуждаем, типа, у меня вот у некоторых друзей есть позиция, типа, я зумеров вообще не беру, типа, терпеть не могу, несмотря на то, что там, ну, разница в возрасте небольшая, на самом деле, между нами, но я, типа, терпеть не могу, вот, и я там близко там на руководящей позиции даже не допускаю, вот, но на линейных там как-то что-то там терплю, вот, но я, допустим, понимаю, что по-любому с этим нужно будет когда-то как бы иметь дело, как бы решать вопрос, потому что реально это поколение, которое вот дальше должно там что-то делать, развивать компании, страны, экономики, да, быть кто-то из них должен стать руководителем. И мое наблюдение, что среди некоторых зумеров попадаются, ну, как сказать, по нашей оценке нормальные. Немножко ты миллениал. Да. То есть они как-то, как будто бы между такие транзишн между миллениалами и зетами. То есть они, в принципе, и здесь могут общий язык найти с миллениалами, и здесь могут найти общий язык, то есть они понимают зумеров, с ними тоже могут общаться на одном языке. Есть ли какой-то, вот в моей голове сейчас пока это какая-то такая теория легкая, такая очень поверхностная, что, может быть, надо вот таких людей выискивать и на таких людей делать ставку, чтобы они дальше... Пока они такие есть, да. Why not? Да. Пока есть. Но чем дальше, тем более зумерскими становится это поколение. Уже меньше миллениальского в этих зумерах. Ну, вот когда вы говорите, становятся более зумерскими, что вы конкретно имеете в виду? Ну, пример даже по себе приведу. Я чуть-чуть где-то зумер. Я 89-го года вроде как, да. Но нет, я хочу свободы, я хочу гибкости, я хочу удаленки. Да, я хочу сама выбирать, над чем работать, с кем работать и так далее. Это вот больше предпосылки зумерские такие, да, замашки. У игреков в этом плане
как я еще сказала, сейчас терпилы некоторые называют, в хорошем плане. Игроки умеют терпеть, выросли Очень в такой... терпеливые, Да, отношения, проекты неинтересные, в том числе надо. То есть у миллениалов больше внутреннего вот этого «надо». Да. Да, выращенные в том контексте, что много хочешь, Мало получишь. так, ладно, хотеть плохо. Ага. У зумеров хочу, получу. Да, Такая установка. да. Поэтому они более такие на эмоциональной составляющей. Нравится, идем, не нравится, разонравилось, расходимся. Этим миллениалам, нам Мы с тобой на одном вайбе или нет? Надо. Да. Надо зарабатывать, Да. надо работать, надо до конца дела довести. Да. Там и так далее. У зумеров в этом плане, надо до конца дела довести. Нет, не хочу и не буду доводить. Все передумал, и ничего ты мне не сделаешь. Вот у миллениалов в том числе, которые ближе, может быть, к зумерскому периоду, там, начало 90-х, есть вот эти зумерские тоже замашки. То есть это же поколение не просто вот 95-й год, все. Да. Теперь типа, ты с этого зумер. дня все по-другому. Да, они же там десятилетия вот так вот немножко еще пересекаются. Да. А сейчас ребятам сколько там, 19-20 лет, сейчас попозже. Там уже даже не зумеры, там альфа сейчас пойдут. Да. Интересно. Тут, конечно, еще интереснее. Да, и вот ребята, чем моложе, тем менее миллениальского в них есть, и тем более зумерского. Вот этого на выгорел, нравится, не нравится, смыслы, над чем работать, с кем работать. Пусть иногда даже в угоду зарплате. Это пока они с родителями живут, в угоду зарплате. Потом посмотрим, как будут меняться ценности, когда свои дети появятся, если появятся. Да, кстати. Я недавно тоже читал одно исследование, что на Западе сейчас проблема появилась, что... Демография. Эта проблема, на самом деле, всегда была, да. но сейчас там уклон идет в ту сторону, что молодые люди, они не заинтересованы, в принципе, заводить отношения. То есть уже до такого доходит. То есть, с учетом там и, наверное, уровня стресса какого-то, там уровня развития экономики, но и в целом каких-то тенденций остальных социальных, что они... просто неинтересен противоположный пол. Психологических. Да, я вот один, мне абсолютно нормально. Это тоже зумерская история, кстати. Да. Альфы, наверное, будут еще более скорее всего, лет через 20 это станет нормой. самодостаточными. Да. Максимум там собачку завел, все, мне Над кем позаботиться. Да. А так мне и самому хорошо, я сам себе достоин, мне не нужен партнер для того, чтобы чувствовать себя полноценным. Да. В общем, это, конечно, сложно. Составляющая, конечно, имеет место быть. Это очень сложно. Адаптироваться, отвечая на ваш вопрос, адаптироваться, понимать, что им важно, и как с ними, исходя из этого, работать, и работать с ними так, если уже надо с кем-то работать. Хорошо. И такой, наверное, не знаю, вопрос. Какие можете карьерные советы дать молодым специалистам Узбекистана? Немножечко завершающий такой. Все говорили про учиться, еще раз учиться, дядюшка Ленин. А зумерам это подходит? Учиться, еще раз учиться. Зумеры, если вы смотрите, не обижайтесь, в общем, это все шутки. Уже поздно, уже отключились они. Карьерные. Если мы говорим про зумеров в том числе, слышать себя, послушать себя. Так они этим и занимаются, слушать больше. себя. Там, да, они только себя слушают. Наверное, миллениалам послушать себя. Миллениалам себя послушать, определить, что хочется, не хочется, познакомиться с собой, узнать и быть достаточно крепким, уверенно идти к тому, чтобы подбирать для себя, в том числе подходящие компании, позиции, условия. Пока не знаешь себя, найти то, что будет с тобой мэчиться, довольно сложно. Это во всех отношениях. Я всегда провожу аналогию, что работодатель и сотрудник — это отношения. Личные отношения, дружеские — это тоже отношения. И здесь, пока ты не поймешь себя, не узнаешь, будет методом тыка, может быть, что-то и получится заметчиться, как и в любых других отношениях. Кто-то же вышел один раз замуж и до конца жизни. Повезло. Да. Бывает такое, что не повезло несколько раз. Причем родители свели, и все, на одно свидание сходили, и сразу на свадьбу потом. Хорошо, что это потом было не потому, что надо, а потому что я хочу быть с этим человеком, да. Но опять-таки это миллениальская история, серии надо, и так далее. И многие другие предрассудки, которые иногда держат
то, что, в принципе, могло и не держаться без этих мыслей. Скажем так, узнать себя и потом уже под себя искать то, что тебе действительно будет качественно, хорошо, интересно, любимо. Заниматься какой-то работой не потому, что надо, в идеале заниматься, потому что тебе это нравится. И по статистике со всеми, давайте так, успешными людьми, если так можно назвать, людьми, которые достигли какой-то финансовой стабильности, каких-то результатов в жизни, и уровень счастья в целом, он зависит от того, насколько ты занимаешься тем, что ты любишь. Плюс, если ты любишь, безусловно, всегда ты будешь расти в этой профессии, ты будешь большим профессионалом, специалистом, экспертом, твоя ценность на рынке всегда будет расти. Это всегда равно денежка, которая тебе как раз и нужна. Поэтому вот пока такой, наверное, больше про себя узнать. В общем, слушай себя. Узнай себя. Узнай себя, делай то, что тебе реально, интересно, во-первых, нравится. получается, во-вторых, там интересно, да, нравится, приносит какое-то удовольствие. Но не заблуждайтесь, пожалуйста, значит, работа не может приносить всегда только удовольствие. Просто некоторые люди слишком однобоко воспринимают, некоторые люди, что такие, типа, работа должна приносить только удовольствие. Сплошное удовольствие? Да нет, да, конечно. Ну, это уже, да. Такого, да. Да, это уже утопия. Ну, хотя бы процентов 60, 70, 80 ты должен испытывать положительных эмоций от результата. Да, согласен. Да, и, конечно, там, ой, нет, у меня клиенты, я не хочу холодными звонками заниматься, это для меня дикий стресс. Не все идеально, но всегда можно найти плюсы, способ, рефрейминг, в конце концов, включить и найти плюсы, фокусироваться на них. Нет однозначно хороших, плохих событий и действий, есть наши к ним отношения. И вот здесь очень важно над собой тоже поработать, чтобы но такая тоже есть техника, психолог научила. Но нет. Да, все, что до слова «но», лошадиная, этот, как его, говно. Да. Как говорил, как его звали? Нед Старк из «Игры престолов». Ну, всегда есть что позитивное, что-то есть отрицательное, ты фокусируешься на чем-то негативном, тебе не окей это, но если посмотреть, плюсов намного больше. И тут очень важно, как мириться и не вестись на вот эти вот стрессовые где-то ситуации, взаимоотношения или вообще кейсы, которые тебе, не совсем окей, скажем так. Это больше вспоминать, напоминать себе, что ты здесь получаешь не только вот этот не опыт, но и что-то очень классное и нужное тебе. Просто вот заставлять себя думать о том, что ты что-то хорошее получаешь там. Супер. Спасибо большое. Вам спасибо большое. Я думаю, что мы очень много полезного. Лично я для себя 3 пункта выписал. Как минимум, ссылочки. Да. Я думаю, и потенциальные там какие-то соискатели, люди, которые находятся на начале или там в промежутке своей карьеры, и работодатели точно для себя тоже что-то полезное взяли с этого подкаста. Спасибо еще раз, что пришли. Спасибо Мне было вам очень за приятно. приглашение взаимно, Артур. Все, спасибо. Спасибо. Давайте. Привет, это Моникс Алексеевич. Думаешь, как построить карьеру и не прогореть? Держи короткий гайд по рынку труда в Узбекистане. Первое, рынок поменялся. Раньше сидел работодатель, царь и бог, постил вакансию и очередь хвостом. Сейчас наоборот. Сильные спецы выбирают, где работать. У них по 3 оффера на лапе. Второе. Что решает? Зарплата все еще важна, но не топ-1. Сегодня смотрят на начальника, бренд и атмосферу. Если босс токсик, никакая премия не спасет. Третье. Инвестиции. Больше всего ценятся управленческие навыки и софт-скиллы, гибкость, умение решать, договариваться и тащить за собой команду. Все остальное обесценится быстрее, чем старый iPhone. Четвертое. Стартап versus корпорация. В стартапе драйв, рост и адреналин, но и риск — выгореть или остаться у разбитого корыта. В корпе — стабильность и процессы, зато потолок над головой низкий. Пятое. Диплом. Для юристов и врачей обязателен. Для остальных не билет в рай. Сейчас решает опыт, мозги и умение учиться. Диплом — бонус, но не козырь. И помните, катаны, карьеру делают не бумаги, а когти и голова. Будь умным, будь гибким, и рынок будет твоим. С вами был Моникс Алексеевич, финансово-карьерный код.